Приветствую всех, кто есть сейчас на стриме, и тех, кто в записи, возможно, будет его смотреть. Всем приветы. Начинаем следующую игру в списке моем, в планах моих. И это у нас еще один ассасин, второй из трех, который планируется в ближайшие месяцы. Пока что второй из трех, больше кроме этих трех никакие не планируются. А именно третью часть мы прошли, сейчас вот у нас намечается Изгой, и потом еще ремейк Black Flag. Пока что только они. Такие вот планы по ассасинам пока что. Именно по ним. Так. Привет, Таша, привет, товарищ Бибизян, привет. Привет, Драгонкрон, привет. Неожиданно тебя видеть. Но все-таки очень приятно. Рад видеть. Так, все вроде работает. Если что, уточните. Если что по звуку будет не так или еще что не так. Вроде все должно быть идеально. О, моя любимая часть ассасина? Да ты что? Тогда я надеюсь, что тебе будет интересно. Она хоть и не моя прям самая любимая, но одна из, скорее всего, точно. Собственно, поэтому я ее и перепрохожу, потому что есть какая-то ностальгия, есть какое-то желание. И есть приятные воспоминания, связанные с этой игрой и теми играми, которые у нас были и будут тоже. Из ассасинов. 6 раз прошел эту часть, 5 раз на пиратке прошел, 1 раз на лицухе. Вот это ты даешь. 6 раз. Я еще никогда такие количество ни одной игры не проходил, если я не ошибаюсь. Максимум где-то 2-3. Хотя, нет, вру, Ведьмак, да. Я же когда Ведьмак начинал стримить, тоже рассказывал, что я его там перепроходил раз 5-6. Но все-таки там некоторые прохождения были неполные и забрасывались. Но если прям в целом вот так вот количество начинаний, то да, там было тоже где-то около столько раз. Но все-таки неполные. Так, что бы я еще хотел сказать перед началом? Наверное, даже и ничего. Я, конечно, понятное дело, тоже играл эту игру, но это было очень давно. Уже некоторые моменты уже забыл, все равно захотелось поностальгировать, перепройти, плюс для канала, плюс она геймплейна прям один в один, как Black Flag, который скоро выйдет. Хотя там и ремейк, но все равно основы геймплея будут те же. Плюс и с третьей частью она связана, и с четвертой частью чуть-чуть связана. Поэтому в совокупности что-то там будет более-менее для нас связанное и приближенное. Поэтому именно вот эти 3 части у меня сейчас на перепрохождении, они какие-то там Unity, Одиссеи, Синдикаты и прочее. Я там перед началом, понятное дело, все под себя поднастроил. Надеюсь, мыла, сегодня не будет. Если что, держите в курсе. Все должно быть окей. Начинаем. Плюс еще некоторые улучшения там, но по мелочи. Чертежи, это понятно, да. Поехали. Ubisoft представляет. Не обращай свой клинок против невинных. Не обращай, нет. Прячься на виду. Никогда не подводи братство ассасинов. Никогда. Привет, Павел. Это основные догмы Кредо. Это правила, по которым я жил. Тогда я был молод. Начиналась 7-летняя война. Если бы я только знал, что готовила мне судьба, какую цену я заплачу. Меня зовут Шей Патрик Кормак. Вот как все было. Шей Патрик Кормак.
Вот как все было. Погнали. Управление, кстати, очень хорошо, прям очень похоже, как в третьей части, да и в четвертой тоже. Так, Логично. сейчас хотя бы дров И заготовь. это для меня очень хорошо, что не придется перепривыкать на совершенно новое управление. Признай, я почти тебя достал. Почти это ничто, Шей. Да и к тому же, это удача. Удача — это миф. Лаем. А, так вот, почему ты вечно попадаешь в передряги. А скажи-ка, как ты из них выбираешься? Ну, знаешь, из огня да в полымя. Пора назад. Не знаю, мне очень нравится Изгой, его концепт, возможно, потому что это моя первая игра в серии. Быстрей. Похоже, у капитана и его команды неприятности. Неплохая игра, На если встречу с честно, для первой. контрабандистами. Лучше, чем И все какая-нибудь же, почему ты не можешь Odyssey, рассказать, зачем мы Origins. здесь? Шевалье считает, тебе не стоит знать. Думал, мы друзья, Лаем. Друзья. Но это другое. Индучки. Ну, надеюсь, тебе понравится, если ты будешь смотреть, конечно. Может, тоже поностальгируешь, если давно не играл. О, шанти. Да-да-да, те самые шанти. Что, не успеваешь, что ли? За тобой смотрю, чтобы не споткнулся, не дай бог. Я все думал, перепроходить ли оригинальный Black Flag перед ремейком, но все-таки решил 2 раза одну и ту же игру, пусть даже чуть-чуть измененную, но проходить все-таки не очень мне захочется. А вот Изгой, почему бы и нет? Геймплей, но он прям один в один. И механиками почти все тоже. Так что вот пройдем только ремейк Black Flag, а старую часть мы оставим, к сожалению. Но зато вот Изгой пройдем. Я думаю, неплохая замена. Салам, бро, удачной игры, держи лайкос. Салам и тебе. И спасибо за лайкос. Живей. Шевалье не любит опознать. Черт, да где эти недоумки? Какого черта? Где вас двоих носило? Мы охотились. Что случилось? На моих людей напали английские псы. О, капитан Жозеф. Помнится мне, вы грозились перебить их одной левой. Капитан Луи и Жозеф Готье, шевалье де ла Верендри. Решил, что тренировки сделают из тебя настоящего ассасина? Осознаешь, что это значит? На тебя возложено бремя великих древних традиций. Наставника должно слушаться беспрекословно, иначе нам не освободить человечество. Красивые слова, шевалье. Но я не чувствую себя свободным. Зато станешь мудрее. Оу, Ты безответственный... мордобой. Прям в начале игры. Обучение. Ты безответственный нахал. Вот бестолочь. Тебе только капусту на ферме сажать. Господа, хватит. У нас есть общий враг, и он, похоже, недалеко. Королевский флот напал на нас и вынудил моих людей бежать. Мы сели на мель, а контрабандистов, с которыми мы должны были встретиться, взяли в плен. Мы с Шеем освободим их. Раненые на вас. Да я вот недавно на 100% перепрошел Изгоя. Пригодятся. Ну, я вряд ли на 100% его буду перепроходить, но как сможем, так и пройдем. Скорее всего, как всегда, где-то на 80-90%. По классике. Будь осторожней, Шей. Королевский флот будет ждать нас. Прям на 100% мне всегда лень проходить. Ой, еще щекну.
Ой, Проучим их как следует. У них нет ни еле шансов. успел микрофон выключить. И где Неплохо. твои дружки, крыса? Отвечай по-хорошему. Скоро тебя по кусочкам будут собирать. Все еще где-то рядом. Спасибо. Ага, вот и он. Думал, нас точно повесят. Где-то картишка. Ага. Помню я эти карты сокровищ. Мгм. Ох, сколько ностальгии меня ждет впереди. В третьей части была своя ностальгия, тут совершенно своя. Мориган. Как красиво, все спиной ко мне стоят. Их я решил оставить вам. Трогательно. Возможно, от тебя все же есть польза, Шей. Кстати, о пользе. Думаю, им этот корабль больше ни к чему. Это куча дерьма? Это Мориган. Хочешь, Шей? Забирай. Сам ты куча дерьма. Я иду на свой корабль. Ты все слышал. Корабль твой, Шей. Давай, Делави Виндри. Штурвал. Кое-кто из тех, кого ты спас, теперь с нами. Неплохая команда. Не уверен насчет их, капитана. Но ты второй опытный Полный моряк, вперед. после меня, Шей. К тому же, корабль не повредит. Даже такую боль. Мой корабль. Лично. Твоя Лично. личная локаль, да. Испортит он всю слегка романтику. покрасить, да пушки заменить. И будет вполне прилично для 7 морей. Приступим, капитан. За дело, друг. Ой, да, спасибо за обучение, конечно. Недоумки. Потрепан, но на ходу. Называется Мориган. Море. А самая глупая фея, погубившая Мерлина. Ха, то, что тебе и нужно, Шей. Ой-ой-ой. Мориган — древняя богиня. Фрагмент. Королева войны и тьмы. Она собирала души павших воинов. Идеально. Ага. Уже плыву на помощь. Корабль. Они же потопят его! Настало время, Мориган, капитан Шей. Команда к бою готовься. Все-таки морские бои тут ощущаются чуть-чуть иначе, чем в третьей части. Более такие драйвовые. Более быстрые. И в щек. Несут в клочья! Действуй, Шей! Я работаю. И в щек. Мой кречет! Без паники. Не попал?
Остался один мелкий. Смотри-ка, Вот и локаль всё. и правда ничего. Надо проверить, что стало с Кричем. Быть далеко, надо чинить корабль. Слышали, друзья? Шевалье нами доволен. Да и маневренный этот корабль намного сильнее, чем Аквила. Ох, эти песни! И куда же мы держим курс, Шей? Пора поговорить с учителем. Не находишь? Как С мудро. учителем. Как мудро. Assassin's Creed Rogue. Он же изгой. Что ты там натворил? О, нет. Это какой-то спящий вирус? Черт! Держись, я тебя вытащу. И дадут спокойно поплавать. Извини, что так грубо. Наушник в порядке? Так? Ты был в Анимусе. Анимус, ясно? Чтобы получить доступ к генетической памяти Шея Кормака с помощью Хеликс. Ты работаешь в Abstergo Entertainment, ну? Ну? Хоть что-нибудь вспоминаешь? Твоя сессия что-то испортила. А мы Теперь говорить в не здании умеем, бардак. конечно же. Нам нужен твой босс. Ты ведь помнишь своего босса? Мелани Лемей, ту, что с синдромом отличницы. Вот, это коммуникатор, чтобы не заблудиться. А теперь нам пора. Блин, вот в ремейке Black Flag вот этот момент современности, где мы с планшетиком Вся эта паника ходим, из-за тебя, из-за если этого вдруг интересно. молчаливого болванчика, к сожалению, или к счастью, вырезали по ходу, насколько я слышал. Все будет хорошо, ребята. Я обещаю. В чем дело, черт возьми? В файле Шей Кормак находилась ловушка, какой-то вирус. Твоя работа не допускать такого. Нужно сдержать эти воспоминания, потом уничтожим. Нет, изолируем. Я собираюсь их изучить. Но Простите, мисс Лемей. Это не обсуждается. Вы слышали? что ж, Мне будет нужен ваш болванчик. Вы не против, мисс Лемей? Болванчик. привет, не удивляйся, но ты будешь работать на людей, которых мы наняли, чтобы, усилить защиту. Мистер Отцеберг и мисс Вайли да Коста. Просто Вайлет. Проверю, как сотрудники, и разберусь с прессой. Делай то, что они скажут, ладно? Вперед! Вперед! Это, конечно, не твоя вина, Полный но вперед. все-таки вирус выпустил ты, так что поможешь устранить последствия. Ну, конечно, я. Мистер Берг хочет исследовать воспоминания Шея, но доступ к ним есть только из Хеликс. А он вырублен. Придется ребутнуть сервера в подвале. Оу. Блин, этот вирус создал долбанный гений. Не только перекрыл доступ к облаку, но и угробил все системы, которые отвечают за работу здания. Не Шон случайно? Похоже, лифты не работают. Мы тут застряли? Черт, да. Пытаюсь вызвать рабочих. На этом этаже есть один сервер. Придется заняться им. Агент Де Коста, я жду постоянных отчетов о работе с памятью Шея. Но он обычный человек, как я поняла. Если мои догадки по поводу Шея Кормака верны, то его прошлое может открыть нам неожиданные возможности. Идите в серверную на этом этаже. Восстановите сервер. Ой, опять эти планшетики кругом будут валяться. Реально убрали. Так там уже сюжета завезли нормально. Я не знаю, это хорошо будет, что они опять сюжетку современности почти или полностью вырезали, или наоборот хорошо. Я же не смотрел никакие там видосы, которые сейчас уже Ну же, болванчик. в Ютубе есть про 4-ю часть. Там кто смотрел, уже наверняка все знают. Я-то не знаю, может там
Все равно что-то с современности осталось. А может, прям вообще все вырезали. Не спойлерю себе, короче. Скажи мне, индикатор Wi-Fi мигает? Отлично. Значит, доступ к системе есть. Давай, подключи меня к ним. Сервер поднимется, подключу твой анимус обратно к Хеликс. Ой, эти загадки. Соединить лучи с нужными сегментами, все получится. Но вот в чем дело. Круги надо перемещать, чтобы луч был направлен на каждый сегмент. И именно на каждый. Я Один понял. луч, один сегмент. Это понятно? Если сделать все как следует, система перезагрузится. Понял? Попробуй. Понял? Так, управление. Ага. Супер. Это было не так сложно. А вот запуск остальных устройств во всем здании займет больше времени. Ассасины утверждают, что Аль-Муалим был великим наставником, развращенным жадностью, вступившим в сговор с тамплиерами, чтобы захватить яблоко Эдема. Я вижу в нем умного и хитрого лидера. Используя своего лучшего ассасина, Альтаира ибн Ла-Ахада, он уничтожил сообщников, чтобы с помощью яблока принудить планету к миру. Аль-Муалим абсолютно точно не являлся членом Ордена. Но его видение мира было значительно ближе философии тамплиеров, чем ассасинов. В прошлом оба лагеря хотели одного – мира, но их способы достижения цели различались. Если бы Альтаир не убил Аль-Муалима, позволив тому осуществить свой план, возможно, мы жили бы мирно. Лишь когда Альтаир реформировал братство в соответствии с идеалами свободной воли, конфликт распространился на весь мир. Раз даже мудрец с горы сумел посмотреть на мир с нашей точки зрения, что уж говорить о других ассасинах. Вот такие вот моменты лорные мне всегда были довольно интересные. Со стороны тамплиеров, со стороны ассасинов. Сомневаюсь, что ты должен Разные был точки это зрения. видеть. Слушай, возвращайся к своему анимусу. Когда Слушаюсь, сервера мэм. поднимутся, ты в принципе можешь восстановить рабочие станции, если хочешь помочь. А можешь, допустим, поискать разные полезные устройства. Ну, такие, Но тут например. сноровка нужна. Нашел что-то. Слушай, один сотрудник оставил свой коммуникатор рядом с лифтом. Если увидишь там похожий девайс, неси его. Может, Ага. это что-то прояснит. И такое я тоже находил. Ты разблокировал память Шея Кормака. И сейчас мы на пороге большого открытия. Должно быть, у тебя много вопросов о работе и обо мне. Пока скажу лишь, что ответы в истории Шея просто так. Этого не объяснишь. После чистки 2000-х Уильям Майлз стал фактическим лидером ассасинов. Умелый стратег, он внедрил в ряды Абстерго нескольких обученных агентов, в том числе Клея Качмарика и Люси Стилман. В конце 2012-го я поймал Уильяма Майлса в Каире и доставил его в Рим, к Уоррену Видику. Дезмонд, сын Майлса, убил Видика и магистра тамплиеров Дэниела Кросса. Он бежал в храм первой цивилизации в Нью-Йорке. 21 декабря Дезмонд Майлс был убит в святыне Предтеч. После этого Уильям Майлс ушел в тень и передал братство в руки Гевина Бэнкса. Группа Бэнкса пыталась возродить братство в разных частях мира. Они были замечены в Киото, Москве и Париже. Майлз вновь появился в конце 2013 года. И мы знаем, что он участвовал в проникновении Шона Гастингса и Ребекки Крейн в монреальский офис Abstergo Entertainment. Майлз и Бэнкс сейчас на свободе. Агент Да Коста получила задание вычислить ассасинов с помощью системы спутников Акашик.
пока нам не удалось их найти. Акашик. Сломано компьютеров 2 из 20. О, еще один планшетик. Неплохо. Я бы тут же полезла узнавать все секреты владельца. Какая я испорченная. Ой-ой-ой, фу-фу-фу. Да, не открывают глаза на многие моменты. Да, это мне очень нравилось. Вот многие говорят, что вот после третьей части или после какой там, что вот уже Ассасин вообще не Ассасин, про современность вообще уже ничего толком и нет. Ну вот, например, вот в Изгое, в Black Flag, в Unity, в Синдикате, там все еще что-то вот так, вот такими вот кусочками мелкими по чуть-чуть все еще рассказывают, всякие лорные моментики про Дезмонда, про Юнону там, из современности, что там происходит с нашими друзьями бывшими, со всякими там Шонами, Ребекками и отцом Дезмонда. Мне всегда это все равно было интересно. Да, это, конечно, не то, что происходило прям там в первой, второй, третьей частях, где мы прям за Дезмонда играли в современности полноценно. Это уже просто, скорее, просто, блин, слишком много просто. Именно кусочками тут уже дают информацию, так, они напрямик. Ну, мне и это лучше, чем ничего, прям совсем. А вот то, что происходит уже в мифологической трилогии, вот там, да, там уже вообще ни ассасинов, ни современности. И полная хрень какая-то уже происходит. Неинтересная. Тут я полностью согласен. Привет! Германия, значит. Да, я в Эссене. Пытаюсь разыскать некий артефакт, Анг Исиды. Можешь найти что-то по нему? Дай мне минутку, запущу аппаратуру. Ага. Данных мало. Есть упоминание в очень странном файле Data-Dump Scanner. Вроде как 14 век, Германия, ассасин Лукас Цурбург сражается с ответвлением тамплиеров, рыцарями креста. Ха, информативно. Этот файл и привел меня сюда. Есть еще что-нибудь? Что-то не из официальных архивов Абстерга. Эту вещь никогда не видели. Они чего только не рассказывают. И жители Галлии, и Египта средних веков, и современные ассасины. Похоже, она воскрешает мертвых. Есть какие-нибудь доказательства? Никаких. Знаешь, что я думаю? Этой ерундой ассасины нам пудрят мозги, а мы тратим свое время и проверяем ее. Похоже на ловушку. Согласен. Следи за новыми данными по Ангхо. Путь к артефакту они, может, и не укажут, но на нескольких ассасинов наведут. Будет сделано. Куда ты теперь? На Кубу. Буду раскапывать обсерваторию. Ту самую обсерваторию. Так, ладно, пока возвращаемся обратно к Шею. Assassin's Creed Rising Phoenix. Ага. Было время. Там еще везде я видел журнальчики с Far Cry 3 валяются. И всякое подобное. Поместье Девенпорт. Старое доброе поместье. О! Сколько воды утекло. Какие люди. Ахиллес. Одевали. Что там слышно в Вест-Индии? Боюсь огорчить тебя, друг. Кажется, нам есть что обсудить. Пойдем. Кто наш гость? Адевале. Он был рабом, но сбежал и освободил сотни своих братьев. Живое воплощение нашего кредо. Ясно. Готов тренироваться?
Да, но есть еще одно дело. Адевали, молодой Ахиллес. Так что случилось? Друг, это было ужасно, Ахиллес. Земля тряслась. Океанские волны смели Порто-Пренс. Много людей погибло? Тысячи. Практически в каждой семье горе. Мне Почему неприятно все должны говорить о тебя делах в ждать? такой момент. Но все-таки скажи мне, люди Макандали выполнили поручение? А как узнать? В Вендриди не нашли. Сильный был Марун. Лучший ученик Макандаля. Плохо дело. Теперь мы не узнаем, нашел ли он место. Да уж. Если под водой раньше и был храм, сомневаюсь, что он еще цел. А артефакты нам не помогут? Их нет. Унесли тамплиеры, когда начался хаос. Забрали манускрипт и шкатулку предтеч. Я гнался за ними по морю, но потерял их след в Нью-Йорке. Теперь надо решить, что делать дальше. Беспалевно подслушиваем. Адевали ходит сам не свой. Лаема видел сегодня. Искал тебя. Их даже непривычно видеть поместье таким оживленным. Куча народу кругом ходит. Карта все та же. Привет, Леха. Тебя там госпожа Хоуп обыскалась. Госпожа Хоуп. Доберитесь до тренировочной области. Шей, ты опоздал. Хоуп, что я пропустил? Всего лишь первый час обучения. Ты так скучен, Кессига Вася. Наше дело важнее веселья. Не сотрясай воздух для Шея совершенствования, что для кошки ошейник. Эй! Как жаль, у мальчишки определенно есть талант. А дисциплины не достает. Ладно, ладно. Что нужно делать? Умно. Да это пока что. Ага. И это очень печально. Тренируйтесь с Хоуп, Лаймом и Кесигуаси. Я это выговорил, с ума сойти. Так, что у нас сегодня? Стрелять будем. Вот, возьми их. Это твои? Так у тебя появится хоть какой-то шанс. Давай. Вот цели. Лучше не спеши, но и не тяни, дел у нас полно. Патроны. Патроны, патроны. Бум. Стой на месте, любой попадет. Попробуй стрелять на бегу. Да легко. Давай, быстрей. Уже почти. О, даже дополнительную задачу Молодец, выполнил. Так держать. Я ее не видел даже. Ты молодец, Шей. И плюнь на насмешки. Все желают тебе только добра. Так, первая тренировка есть. Хоуп. Неужели ты вовремя? Разве я могу заставлять даму ждать? Я не дама. Не забывайся. Я учитель. И твой шанс. В чем-то я с тобой согласен. Чем займемся? Узнаем сотню способов убить. Вы двое! Что ворон считаем? Следите за Шеем. Убейте сверху, убейте из куста, убейте во время бега, убейте из Можешь стока. сделать это незаметно. Оставайтесь незамеченным.
Кто, что, где? Спокойствие. Заберись как можно выше. Атака с воздуха самая эффективная. Так, я считаю, с какого начать лучше. А ты молодец. Так, из тога. Ты меня не видишь. Так, подожду. А, сток сена, ну конечно. Спрячься и жди, когда цель подойдет ближе. Из куста есть. А ты, похоже, На бегу знаешь, что есть. нужно делать. Если атаковать из-за угла, враг ничего не заподозрит. И сверху. Это отлично. Ты удивил меня. Чуть лучше, чем я ожидала. Ты впрямь чему-то научился, Шей. Только не надо задирать нос. С этой стороны у нее лицо было как будто у бабки какой-то. Мне показалось. Так, и последняя тренировка. Шей, идем. Будем учиться выживать в дикой природе. Думаю, до сих пор я неплохо справлялся. Возможно. Но мне есть чему еще тебя научить. Следуйте за Кесигуаси. Можно я буду его просто Вася называть? Васян. Василий. Пора на охоту. Ну пора так пора. Сосредоточься, чтобы найти добычу. Нашел. Убейте лося. В третьей части они назывались Вапити. Ну тут лось. Не убивай напрасно. Используй дары природы с умом. Тут не хватает Теперь используй то, знаменитого что ты смог конорского этого няуа. Так, меню для создания. О, ремесла. Мои любимые. Кабура. Изготовлено. Так, здоровье, шинбяо, бомбы. Сколько шкур. О, тут же можно будет охотиться за этими акулами всякими. Красота. Это я все обожаю очень сильно. Держи пистолеты под рукой. Ахиллесу есть что тебе показать. Да ему как родной подходит. Чисто папа Василий. Ага. Учитель Василий. Василий Петрович. Встретитесь с Ахиллесом. Можно зайти в поместье, кстати. Походить, тоже поностальгировать. А где Грузбух? Наш любимый. С улучшением поместья. А? О, картина, кстати, висит. Та, которую мы потом вешали за Конора. Кухня. Сюда можно?
Чё-то походу нет. Облом. Нельзя. Кстати, изгой... Изгой же это единственная часть, где мирных можно щелкать. Да? Не знаю, я такого не помню вообще что-то. Наверное, это лорно тоже как-то более-менее понятно, что мы не за ассасина будем играть, а за тамплиера, и тамплиеру как-то не так совестно убивать мирных. Наверное, поэтому. Но все равно я старался никогда так не делать. Ты стал отличным стрелком. Щедрый подарок. Спасибо, наставник. Мой корабль ждет, Ахиллес. Народ Гаития будет благодарен тебе за этот груз. Надеюсь, ты вернешь пропажу. То есть? Тамплиеры украли артефакты. Манускрипт древнего знания и шкатулку, что поможет прочитать его. Следы похитителей ведут сюда, но дальше искать придется тебе, друг. Прощай, Адеваде. Тот, кто владеет артефактами, может попасть в святыни предтеч. Тот самый костюм, Не кстати. вернем их, опасность грозит всем. Который потом он дарил Конору. Задание выполнено. И даже на 100%. Я не уверен, что у нас опять получится все там на 100% проходить и дальше. Но будем пытаться моментами. Так, нам к кораблику возвращаться. Моргану. Моргану, Моригану, господи, какому Моргану? Морган, Мориган. Буду путать, походу, еще в будущем. Куда? Куда ведет след тамплиеров? Лайм, чтобы ты отдался на волю случая? Не ерничай. Поле боя выбираем мы. И где, как не в море, мы сильны. А ты прав. Что ж, в путь. Там геноцид в Нью-Йорке можно устраивать. На всякий случай осуждаем. Мы, конечно, такое делать не будем. Так, Галифакс. 52-й год. Оу, сколько всего. И это еще вот сколько всего. Северная Атлантика. Нам вот сюда. Ох, сколько дел, сколько занятий. Надеюсь, она приблизит нас к артефактам. Так Ахиллес поручил это тебе? Нет. Поручить тебе. Найти то, что украли у Макандалишей. Тебе нужно вернуть шкатулку предтечи и манускрипт. Твое задание. А твое задание? Присматривать. Ахиллес мне не доверяет, так ведь? Это покажи. Сделай это для всех нас. И увидишь, как все изменится. Лайм, а что там Ахиллес пишет? Он постоянно сидит у себя, уткнувшись в бумаге. Я думал, он и дальше будет говорить, но нет. Остановился, к сожалению. Надеюсь, потом продолжит. Так, вы там не поломайте мой корабль. Глаз Бэй. Сундучки, коллекции, точка обзора.
Это по пути. Я так и не понял, почему так сделали. Хотя есть догадка. Да, он заново начнет. Вот и отлично. Копать. Крест тамплиеров. Как говорится, да направит нас Отец понимания. Но это пока рано. Чуть-чуть потом он нас направит. Не забегаем вперед. Еще и тут кругом снежные локации, прям вдвойне приятная для меня игра из-за этого становится. Ледяные моря, ледяные острова, везде снег. Просто максимальное все для меня приятное. И тут, и там. Разблокированное быстрое перемещение. О, а вот тут можно перемещаться на точки обзора, в отличие от ремастера третьей части. Я, наверное, как всегда, вне стрима буду подобные вот места лутать. А то если на стриме, то это прям очень много, очень долго это все будет занимать, вся эта рутина собирательная. Это пока у нас просто начало сейчас. По пути тем более. Оу. Прям ногой лупанул неожиданно. Боеприпасы. Наверное, потому что Шей примкнул к тамплиерам, а по сюжету считается, что они готовы пойти на любые жертвы. Ну да, как я и говорил вот ранее. Это было бы логично. Именно из-за этого. Не сюда. Всё на острове? Вроде да. А как проверить? Вот так. Ага, одно что-то мне недоступно, но это, наверное, потом по сюжету откроется только. Все. Возвращаемся на Морриган. А вообще можно, по идее, телепортироваться. А, нет, кораблю нельзя. Ну ладно.
Собирает данные о частицах Эдема. Дальше говорит, Пишет хорошо. письма нашим братьям на других континентах. Ну да. Лайм, ты вообще осознаешь, что очень немногие знают столько же, сколько ты? Я не виноват, что Ахиллес меня знакомит с ассасинами в Европе и в других частях света. Как своего любимого сына. У него только один сын — Конор. Значит, как наследника. Конору отойдет дом, а тебе звание. Увидим. Как скажешь, принц-регент братства ассасинов. Еще раз так назовешь, за борт выкину. А вот про семью Ахиллеса кто-то где-то что-то говорил? Где-то вообще что-то рассказывалось? Живы ли они, по итогу остались их? Кто-то убил и кто? Не в третьей части о них ничего не было толком, и тут я не помню, чтобы их показывали или что-то о них говорили. Хотя как будто, по крайней мере, в этой части все наоборот. Да, тут расскажут. Да, ну может я забыл просто уже. Приплыли. Ноги-то вы! Убавляй! От ветра! Так, тут тоже что-то чуть-чуть есть. 2 сундучка, 2 коллекции и все. Ну, хотя бы немножко. Они тут пораскидывали его везде по чуть-чуть. Хотя мне не надо боеприпасы вроде. Ну да. Все заполнено. Так, пистолеты, клинки, мечи, дымовухи, монеты, карта. Все понятно. Так, он внутри. А там закрыт. Ладно. Или не внутри. По идее, внутри. Значит, потом. Еще фрагмент и все. Все, пошли к нашим товарищам, так называемым. Лудильщик, моряк, солдат и он. Поверьте, во Франции на лобстеров огромный спрос. Вот и наш огородник вернулся. Вовремя. Нашелся след любопытного манускрипта. Прочтете? Удивлюсь.
Никто не может его прочесть, недоумок. Потому тамплиеры столько с ним возятся. Но наш союзник сумел их выследить. Пират? Шпион, но работает с ними. Мы плывем на Антикости. Заодно посмотрим, как переживет это плавание твоя лохань. На Антикости. И сам ты лохань. Харе оскорблять. Они мне как Мой братья, корабль. Джей. Когда придет время, они помогут нам победить тамплиеров. Вот бы англичане поняли, что именно тамплиеры управляют. А что, тамплиеры и в самом деле управляют колонией? Не совсем, но их влияние весьма велико. А что шпион? Как его? Охотник не твоя забота. Он верен нашему братству. У него есть друзья как во французском, так и в английском флоте. И он знает о том, что происходит на просторах Атлантики лучше, чем все мы. Лайм, а расскажи мне про Адевали. Ты ведь так им восхищаешься? И тишина. Что-то он не хочет рассказать, походу. Подзорная труба. Уже недалеко же. Да, он нам не расскажет про Адевали. Ну и ладно. Жадина. Капитан, английский корабль. Ему туго пришлось. Что ж, отлично. Пожалуй, самое время пустить его ко дну. Предлагаю не спешить, там королевский груз. Посмотри в трубу и сам все увидишь. Неплохо. Ну что ж, думаю, мы облегчим кошелек короля Георга. И учти, На абордаж. попаданий достаточно. Если что пойдет на дно, и груз. Возьмем на абордаж раньше, чем команда поймет, в чем дело. Огонь! Остановка корабля, понятно, понятно. На абордаж. Время пришло, на абордаж. Покажи им, капитан. Ну, вперед! Рабы, Арр, вперед. Так, мои ресурсики сюда, мои сюда. Почините, избавиться. Конечно, избавиться. Плюс еще деньги. Море в этих местах опасное, капитан. Я бы посоветовал укрепить Морриган. Потолкуй с капитаном ближайшего порта. Сможем купить что-нибудь полезное. Не знал, что на Гаити есть кто-то из братства. Есть. Их наставник Франсуа Макон. Многие маруны... Как говорится, вы не были на Гаити? Это сбежавшие рабы и их дети, да? Гаити. Да. Как грустно. Спаслись от ужасной участи, но погибли в этой катастрофе. Но Гаити — французская колония. Все верно. Здесь ассасины служат королю, а на Гаити французы держат в рабстве тех, кого освобождает братство. Нам точно сюда? Тут же только рыбаки, да их сети. Да, в Персе полным-полно рыбаков. Но и для нас кое-что найдется. Сначала тут рыбачили французы, но Георг все пытается их потеснить. А местным деться некуда. Бросить якорь! Ой, сколько тут всего. Учение корабля, это я тоже помню.
вы сегодня хотите? Корпус. Бэмс. Бортовые орудия. Бэмс. И все пока. Он вроде должен был рассказать про его good job в делах ассасинов и то, что он олицетворение их кредо. Типа он возглавил революцию рабов. Ну, что-то он ничего не рассказал о нем. К сожалению. Почему-то. Так, ладно, возвращаемся. Я все остальное тут соберу вне стрима уже, скорее всего. Капитану штурвала! Надо вернуться на курс, капитан. Точно. Охотник уже ждет нас. Море в этих местах опасное, капитан. Но за Морриган я бы не беспокоился. Корабли! Снова рыбаки из Персеполя. Не помню, рассказывал ли он о его пиратских похождениях. Но до ремейка недолго. Враги частенько бороздят эти воды. Недолго. Они топят рыбачьи лодки. Думают, кто-то посмел нарушить их границы. До ремейка еще 2 недели. Кстати говоря, они мешают нам продолжить. Даже больше. Чуть-чуть. Что скажете? Может, потопим? Так, погнали. Стоит веки, я соглашусь с тобой, Шей. Не такое бывает. Так, надо поближе. До ремейка недолго осталось. Да-да-да. По идее, мы должны успеть пройти изгоя до выхода. Жду приказаний! Блин! Образцовить ракету! Еще парусанта! Блин! Опять абордаж. В этот раз не обязательно. Слоу-моу. А, все. Вот мы ступим на берег антимашки. А ваш друг шпион уже ждет нас? Ну да, изгой не очень долгий. Охотнику есть что рассказать про манускрипт. А может, он уже вообще выяснил все, что надо? А может, я император Рима? А может. А, вы Цезарь. Соленый Юмористы. воздух, чистое небо. Думаю, только в море человек может быть свободен. Что скажешь, Лайм? У нас есть задание, Шей. Не отвлекайся. И в чем же смысл свободы, если даже не вздохнуть спокойно? Тамплиеры здесь как у себя дома. Пока этот берег нельзя считать свободным. А мне кажется, нам нужно просто поговорить с ними. А то все ходим вокруг. И что, будешь мило им улыбаться, когда тебя наступят сапогом на горло? Нет, конечно. Это убийцы, которые хотят получить как можно больше власти. Не забывай. Можно подумать, что мы намного лучше. Его, по-моему, вообще как DLC должны были сделать, а потом поняли, что все не местится и сделали full игру.
И слава богу. Да, я тоже слышал. И согласен. Но как для DLC совершенно по-своему выглядит. Наконец-то. Антикости. Охотник ждет Антикости. там. Надеюсь, он знает, где искать манускрипт. Убавить веселя! Меньше ход! Швартуйся, Шей. Вот мы и на Антикости. Антикости. 2 сундука, 6 коллекций. Мари хочу. Она такая добрая, светлая душа. А где Претуга? На ее свадьбе. Ха-ха, пролез и на праздник попал. Я бы сказал, в переплет ты попал. Вы что себе позволяете? Да, кстати, вот мирные жители обозначаются как цели, можно их убивать. Действительно. Ну, Луи Жозеф, мех-то покупают? Да не очень, даже мясо купить не нужно. Мяса полно на британских бригах. Прям бочками возят. А, да, это с ирландских ферм, по всей видимости. Ирландцы молодцы. Они умеют вести хозяйство. Вот, взгляните. Позаимствовал эти чертежи на одном корабле Королевского флота. Никогда не видел ничего подобного. Отлично. Мощное оружие всегда, кстати. Охотник, позвольте представить, мой компаньон Шей Кормак. Господа, еще новости. На том же корабле я видел нужный вам манускрипт. Он написан на неизвестном мне языке, и в нем множество рисунков. Разные кошмарные растения и животные. Ни одной карты или плана? Нет. Возможно, это шифр, но ни мне, ни англичанам не удалось его понять. И где он сейчас? Тот, кто его принес, сказал, что его прислал в Вашингтон. Знакомое имя. Известный тамплиер, не так ли? Да. Тамплиеры способствовали взлету Лоуренса Вашингтона. Шей, надо найти его. Спасибо вам, сэр. Еще один Вашингтон. Задание выполнено. Блин, красота какая, снег идет. Прям хлопьями такими. Обожаю. А куда нам дальше? Обожаю такую погоду. Туда, где копался Лоуренс Вашингтон. Лайм, кажется, ты наконец хоть чем-то доволен. Он тамплиер и политик. Почему доволен? Так, поднять якорь! Почему шевалье помыкает нами, как ему вздумается? Мы ассасины, как и он. Просто он более опытен и не ставите знак. Логично, что он руководит. Ну, он и до этого постоянно мной командовал. И он что, ищейка, что лучше знает места? Шей, имей совесть. Он меня не уважает, Лайм. Я рискую не меньше, чем остальные. Может, даже больше. Но пойми, шевалье тщательно обдумывает каждое решение. Он очень опытен, так лучше для всех. Интересно, сколько еще опыта мне набрать, чтобы самому решать, что и когда делать?
Клянусь, Лайон, порой мне кажется, что в детстве я был взрослее, чем теперь. Мы спали, где придется, клянчили еду, но хотя бы сами решали, где и когда. Ну вот у него потихонечку всякие сомнения появляются. Недовольство насчет друзей этих товарищей. Вот эта песня. Далеко нам вообще? А, не, мы почти приплыли. Северная Атлантика. Ривер Вэлли. Отправляемся. Ага, и тут тоже рядом. И еще одна здоровенная карта. Просто великолепно. Так, а тут, ну, Нью-Йорк, насколько я помню. Руби по ветру! Все паруса отдать! Вперед! Там груз корабля! Капитан, это поселение Грейстоун. Его разграбили, а потом захватили французы. Впереди два изгиба. Много наших союзников. Все марселя! Мачта! Убавить паруса! Два изгиба. Два сундука, 3 коллекции. Так, кстати, торговец оружием. Welcome. Продажа грузов, клинки. Скорость, комбо-удару, урон. Деньги, 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 деньги. И всякие вот эти вот недоступные пистолеты. Красивые какие, а? Пистолеты Эдварда. Того самого. Ладно, это все потом. Глянули хотя бы. Только по приглашениям. Тамплиеры хотят понять природу этих артефактов. Их шпионы обращались ко многим ученым людям в Нью-Йорке. Мудрецов моего народа тоже расспрашивали. Да, манускрипт видела уже половина города. Но никто так и не смог понять, что в нем написано. Хотя есть имя. Мы узнали, что манускрипт прислал Лоуренс Вашингтон. Лоуренс Вашингтон.
Делец — политик из Виргинии, один из высших тамплиеров. Да, я слышал, он вернулся из Вест-Индии, а его мажордом забирал странную посылку. Значит, скоро посылка будет у него. Шей, выясни, что в ней, и найди Вашингтона. И разузнай как можно больше. Подготовлю Морриган. Да, наставник. Слушаюсь, наставник. Немного удачи, Погнали. и мы выйдем прямиком на него. Удача — это миф, Лайм. А Вашингтону ее не хватает. Осторожно, Шей. В этих водах полно врагов. Ред Барн. Охотничьи угодья. Уже недалеко. Так, Фрегат Дуб. есть. Корабль! Ну что же, затаимся. От ветра малый ход. Лоуренс Вашингтон — богатый делец. Рабовладелец, тамплиер. Мы сбились со следа год назад. Мне удалось узнать, что он на Барбадосе. Но я не мог проверить. Так, по-твоему, выходит, что он связан с кражей артефактов, да? Не исключено. Гаити недалеко от Барбадоса. И возвращение Вашингтона в колонии явно связано с артефактами. Контроль тамплиеров в колониях недопустим. Как бы ни было, Лоуренс Вашингтон должен умереть. Прошли-ка. Я позабочусь об этом. Наполни каждый! Капитан блокада! Нам не пройти. Шей, догоняй корабль по суше. Понятно. Понял, принял. А ты проведи Морриган в обход. Понял. Найди сверток и Вашингтон. Меньше ход! Тоже мне блокада. И помни, что я сказал. Вашингтон должен умереть. Ой, какое красивое небо. Есть. Маунт Вернон. Сундуки, коллекции и прочее. Захватите посылку. Ближе, 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 ближе. Не туда. No, 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 no. Никаких стоп. Ни в коем случае. You won't shake us so simply. Not important. Топай, топай. Яй-я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 й. Не подняться, не спуститься.
Ё-моё. И тут, и там вы. Здравствуйте. До свидания. Они повсюду. Джонни, они на деревьях. Действительно, ну-ка иди сюда. Ну тебе обязательно надо было именно сюда посмотреть, именно в этот момент. Уродец ты такой. У меня же там нет условий на беспалевность. Вроде нет. Что ты делаешь? И нету гадости. О, no. Так, и что это? Это то, о чем я думаю? Ружье? О, да. Эй, ты! Пиу. Стой! На месте. Не хочу. Невероятно. Оно беззвучное. Благодарю. Мастер Вашингтон. Мастер. Духовое ружье. Ясно, понятно. Как-то это странно. Не такого я ожидал. Найду Вашингтона и расспрошу его. Имбулька подъехала, да. Вот теперь будет куда легче и приятнее пробираться сквозь этих красных товарищей, чем до этого. Ну-ка. Выстрелите по врагам дротиком или гранатой с ядом. О. Сейчас еще условия сделаем. Давай, расстреливай своих же. Красавчик. Ага, следующий. Молодец. Так, после берсерка он вроде помирает. Или усыпляется. Вроде помирает. Так, 5. 4. 4. Еще 3, значит, надо где-то. Именно берсерком. И кусты. Пиу. Ну-ка иди на разборки. О, давай. -1. -2. Не-не-не, иди в другую сторону, там ищи себе. Ой, он и мирных начинает убивать. Такого я не знал. Это Friendly Fire. Это уже по мирным. Это мирный фаер какой-то. Я не ожидал, что они и мирных будут лупить. Салюты где-то. Сначала надо найти Вашингтона. Артефактами займусь потом. Погодите.
Следующий. Всё. Громила всех размотал. Ну-ка, Громила. Поспи. А вот и он. Брат, может тебе все же стоит прилечь? Все нормально, Джордж. Джордж Побудь Вашингтон. радушным хозяином. Спустись в винный погреб, принеси что-нибудь для гостей. Ладно. Господа. Мой брат, светлая душа в царстве теней. Моя последняя просьба перед смертью — оставьте Джорджа в покое. Он не имеет никакого отношения к делам Ордена. Мы выполним ваше желание, сэр. Благодарю, господа. Мастер Смит, вы готовы отправиться в путь? Да, сэр. Я вернусь с ответами. Мастер Уордроп, вы раскроете тайну манускрипта. Да, сэр. Скоро мы все поймем. Что ж, тогда за дело. Вашингтон едва держится на ногах. Лайм, надеюсь, ты прав. Но он же под ядом, ему без разницы. Больного. Ему без разницы, даже если медведь стоять будет. Он чисто как бессмертный бой пойдет. Ну да. Ладно, пойду давай. Леха, ты все это время был с нами? А чё ты молчал? Давай, удачи, спасибо, что был тогда. Так, тут что-то наверху есть. Процветание какое-то. Увеличивает доход и количество ресурсов. Оу. И последний. Убейте Вашингтона, смешавшись с толпой. Попробуем. Так, только... Я надеюсь, этот сумасшедший не пойдет убивать сейчас Вашингтона. Не-н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 е. Тварь какая. Вот некому ему больше убивать, как пойти убивать именно Вашингтона, блин, скотина. Я этого и боялся. Вот кругом куча стражи. Вашингтон едва держится на ногах. Лайм, надеюсь, ты прав. Ведь я убью смертельно больного. Ладно, вот тут подальше выстрелим. Я на фоне поставил стрим. А, вон оно что. Лади Эсман, привет тебе. Добро пожаловать. Все. Успокоился, теперь можно идти делом заниматься. Ай-яй-яй. Ну да.
В этот раз тоже чуть-чуть не так пошло. Надо было наоборот, как мы в прошлый раз по крыше. В прошлый раз было неплохо. Вашингтон едва держится на ногах. Лайм, надеюсь, ты прав. Ведь я убью смертельно больного. Так, смешавшись с толпой. Еще стрелок помешает опять, наверное. Тихо, 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 тихо. Читы помогут. Ни в коем случае. Читы мы осуждаем. А можно вот этого усыпить, чтобы он не ходил по пятам за ним. Это может помешать сильно. Ну иди к гостям, не обращай внимания на это. Он просто захотел прилечь, поспать. Или живот у него заболел. Ну иди, давай, я условия хочу сделать. Как же он долго отходит от этой... Да-да, иди, давай. Вот эта шкала, как медленно она убывает у него. Надо было на лавочку сесть, и было бы прям идеально. Похоже, я немного простыл. Очень рад, что вы здесь. Мне просто нужно отдохнуть. Ну что он волнуется? Просто челик прилечь решил. Вот и я о том же. Красота, какие цвета! Вот бы моя дочка на это посмотрела. Невероятный цвет. Я такого никогда не видел. Так, иди сюда. Боже, Сюда вот иди. это зрелище. Куда ты задним ходом пошел? Ну, мистер Вашингтон. Эти фейерверки просто невероятные. Блин, если бы не это условие, уже 100 лет назад его убили, и все. И условия всегда, блин.
начинают поддушивать, из-за них кучу времени тратишь. Ну, кто бы сомневался. Короче, наплевать мне на это условие. Слишком дофига уже времени на него потратили. Пока он там дойдет. Вашингтон едва держится. Блин, опять все заново. Лайм, надеюсь, ты прав. Ведь я убью смертельно больного. Джордж такой чудной, правда? Не обольщайтесь. Он смотрит только на Калиферна. Как ты меня спалил, тварь. И до этого всегда смотрел не в эту сторону, алло. Фейерверки бесконечные тупо. Угу. Вашингтон едва держится на ногах. Лайм, надеюсь, ты прав. Ведь я убью смертельно больного. Так, мы прям засиделись на этой миссии слишком долго. Вот всегда смотрел куда-то туда, вот в прошлый раз вот надо ему именно посмотреть куда-то на меня было. Так, сейчас сяду на вот эту лавочку и подожду, пока он придет, и все. И делов-то. Зато уже все знаешь, сейчас идеально будет. Ну, разве что так, да. Вот я знаю, что он тут точно будет останавливаться. И вот тут можно будет это самое. Лавочка же считается, я надеюсь, как из толпы. Или надо прям вот именно возле людей стоять? По идее, должно считаться. Я буду чуть-чуть недоволен, если оно не будет считаться. Смешавшись с толпой, во. Я смешался с толпой. В моем понимании, смешавшись с толпой, вот типа, чтобы вот меня незаметно якобы было. Тут что вот на лавочке меня незаметно как бы, и вот что в толпе там. Стоять тоже незаметно. По идее, должно засчитать. Четверки, лавочка и толпа разные были. Ну вот и проверим заодно сейчас. Я буду чуть-чуть недоволен, если оно не засчитает. По факту ведь да, логично. Да, засчитала. Хорошо. Сразу тревога, ну и пофиг. Ты опоздал, ассасин. Разрушить планы тамплиеров никогда не поздно. Мастер Вашингтон. Но мои планы воплощаются в жизнь. Ты пришел сюда, а значит, у моих союзников есть время скрыться. Спасибо за столь быструю смерть. А тебе спасибо, что раскрыл свои замыслы, коварный змей. Ура! О, дымовая бомба. Спасибо, что напомнили о ней. Вот черт! До свидания. Надо вернуться на Морриган. Лайм, надеюсь, ты привел корабль. Это что, мортира? Это не смешно.
Капитан на мостике. Поматываемся. Ай, как больно. Текаем. Делаем ноги. Делаем паруса, точнее. Эх, у меня бочек нету пока что. Очень жалко. А блин, эти твари меня так сейчас заколупают. Будут преследовать главное 100 лет. Здесь у нас маленький урон. Пока что. Ой, как ничего не видно. Ничего не вижу. А ты еще цел. Ой, за нами уже что-то большое плывет. Валим, 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 валим. Но СКП уже нету. Сейчас потонем. Капец, больно. Сейчас помрем. Ты разочарован. Стоп! Ноги-то вы! Паруса отдать! Руки к ветру! Паруса, парни! Понятно, сэр! Так, быстро с этой хренью мелкой разобраться и сваливать. Пока большой не приплыл. Уже реплика даже началась, да, как будто мы оторвались. Музыка капец громкая. Возможно. Я не Ты сделал для братства то, что должен. Найдем их потом. Выше нос. Мы не часто доставляем тамплиерам снаряды. Ну да. Но Лоренс Вашингтона, похоже, не слишком большая потеря для них. Или они хотят, чтобы ты такой? Ой, это было капец громко. Но это полная синхронизация. С горем пополам. Уже чуть убавишь? Я надеюсь, это именно в этом моменте просто так было. Сколько времени прошло? Пара месяцев. Вирус перекрыл доступ к полным Это воспоминаниям. скорее не музыка была слишком громкая, это голоса почему-то намного тише стали, чем обычно. Все внимание на ассасинов. Сделаем, что сможем. Верно? Поместье так мрачно с тех пор, как мисс Абигаэль и Конор умерли. А, умерли. Я видел, как Ахиллес плачет. Разумеется. Да, но он же не грустит. Он в ярости. Я не понимаю. Справляется с потерей.
А от чего умерли, как Я умерли? знаю, но столько времени прошло. А мы только и делаем, что ищем чертову шкатулку и манускрипт. Охотник знает, что за шкатулка. Они с Шевалье ждут нас в Сент-Джоне. Шевалье, да? Ну вот, теперь я снова безутешен. Мы вроде были в поместье, но там их не Ахиллес было сказал, нигде. что с артефактами можно попасть в места силы. От болезни? О чем это он? Ну, походу. Сам толком не понимаю, Шей. Я много говорил об этом с Адевалем. Он думает, что шкатулка может, показывать слова и образы. Как волшебный фонарь? О чем ты? Ну знаешь, такая штука отец Конноли показывал нам в церковном подвале. Ящик, внутри него свечка, впереди стеклянные пластинки, а на стене появляются изображения. Римский собор, совсем как настоящий. А, да. Наверное, похоже. Только еще переводят слова из манускрипта. Представь, что на пластинках латынь, а мы видим перевод. Как такое возможно? Кто знает. Боюсь, мы никогда не поймем, как работают частицы Эдема. Лайм, где в мире самые красивые девушки? Зависит от понятия Внезапный вопрос. Красавица с Корфу и красавица из Осло разные, как день и ночь, но обе милые. Вот такие фразы и создают репутацию мудреца. Да, спасибо. А я бы сказал в Гаване. У девушек там прекрасные ноги и груди, и самое главное, они не боятся их показывать. Но не думай, что я хочу обидеть наших дам. Надеюсь. А самые милые девушки в Галуэе простые и честные, и всегда угостят тебя выпивкой, если что. Да что ты. И еще девушки из Лиссабона. Они собирались стать монашками, темноглазые и благовоспитанные. Жаль, я португальского не знал. С другой стороны, мы мало разговаривали. Вот такие фразы создают человеку сомнительную репутацию. Сэр, впереди! Линкор. Не, спасибо, это без меня. Я помню, когда проходил, говорили. Привет, Азель. Вовремя ты зашел на этом разговоре о девушках разных городов. Обсуждение. Я ему сейчас тоже правое ухо как поговорю, ему понравится. Я уже и привык даже как-то. Ну там и заварушка происходит. Жди на месте, капитан. Охотник ждет нас. Прям заруба реально. Линкоров. Невелика плата за то, чтобы найти шкатулку предтечи. Прекрасные песни. Бросить якорь! Ой, тут опять куча всего. Но я вижу шанти стоять. Новая музыка, новые песни. Мое. Все мое. Освободите заложников. Допустим. Не думал, что скажу это О, незнакомцу. команда плюс 4. Просто мне прям сильно слух режет. Вот как вилкой по стеклу водят, то же самое. Оу. Ну, вилка по стеклу, да, это мега неприятно. Но я вот лично говорю, что я привык уже. Поначалу, наверное, мне тоже это резало. Так, еще фрагмент.
Там еще какая-то фигня зеленая. Из-за их смерти Ахиллес по факту и стал так одержим обсерваториями, чисто мужичок в работу ушел. Может быть. Тоже может что-то задумался о воскрешении каком-то. Интересная часть Ассасина. Очень. Одна из моих любимых. Хотя тут ассасинов... Ну не то чтобы нет, но мы тут точно не за Ассасина будем играть в будущем. Скорее наоборот. Так, маленькая победа. Шевалье, что с вашим кораблем? Тут вышла небольшая потасовка. Я пустил 3 корабля ко дну, но... Кречет чуть не последовал за ним. А вам повезло больше, охотник? Пожалуй. Мне сообщили, что Сэмюэль Смит рыщет повсюду в поисках ответов. Хочет понять, что делать со шкатулкой. Он вернулся из Европы. И где он? Переоснащает шхуну. Поторопитесь. Сможете найти его здесь. Кстати, о тех чертежах. Мой инженер построил то орудие для вашего корабля. Стреляет, как артиллерийская бригада, но в 2 раза быстрее. Я восхищен. Благодарю. Всегда рад стараться для моих друзей. Вот потом классный наряд, зато получим тот самый. А для него там не надо никаких условий случайно, связанных с юплеем каким-нибудь, или чертежи какие-то, или по сюжетке он дается, или еще какая фигня. Просто покупается, или как? Так, ружье Пакла. Ага, прикольная штучка. Играл в Black Flag? Как тебе она? Тоже суперская. Одна из любимых тоже. Ну, там скорее именно игра про пиратов, чем про ассасинов все-таки. Но одна из лучших, если не самая лучшая про пиратов, это уж точно. Поэтому очень сильно ждем ремейк. Вот перед выходом 3-ю часть перепрошли для канала в этот раз. Теперь вот это вот на очереди. Я не помню. Uplay не нужен точно. Вот и хорошо. То если бы был нужен, то как раз были бы какие-то проблемы, скорее всего. Так, сейчас я вернусь через минуту. Все, я тут. А какой костюм именно? Я пропустил что-то. Костюм тамплиера, да, Азаль? Так он называется вроде. Если это тот, о котором я правильно помню, то он вроде тоже мне очень понравился. Капитан? Пожалуй, я присоединюсь к вам. Что ж, вперед, господа. А ты в приподнятом настроении. А почему бы и нет? У меня есть оружие, которое я очень хочу испытать. А еще, тамплиеры хорошо вооружены. Уверен, этот ваш Смит не исключение.
Эти чертежи Не-не-не-не-не-не-не-не. Только не в айсберг. Морриган Не надо нам старан Титаника. для Дарьи. Я слышал о таком устройстве, но никогда не видел его в деле. А что со Смитом? Он где-то здесь? Ага, плавает где-то поблизости. Возможно, шкатулка притечь может. Фрагмент. Идеальное время. Леди Блин, удачи кат-сцена снова на мешает вашей мне стороне. груз забрать. Он скотина. заметил. Ну ладно. Не стреляйте. Погоню Мы так можем погоню. повредить шкатулку или утопить ее. Эта лохань может плыть быстрее. Мой корабль хотя бы... За лохань ты ответишь. Он очень умен, но здесь не его стихия. Сэмюэль Смит, казначей тамплиеров. Не представляю, что он здесь делает. Может быть, у него была встреча? Или нарвался на пиратов? Что-то светит. Если бы мои союзники на него напали, я бы знал об этом. Он должен быть. У нас есть шанс его поймать. Сокровище тамплиеров в руках Смита, так ведь? И если убрать его... Вашингтон доверил ему шкатулку предтечь. Она все еще у него. Шей прав. Сначала шкатулка. Так, топить нельзя. Или попасть на корабль, или прижать к берегу. Он, походу, всегда будет говорить в правое ухо, Азель, так что тут остается только реально привыкать. Капитан, он прорубает лед. Похоже, не только у тебя есть таран-ледорез, Шей. Хоть бы наш сработал не хуже. А он у меня есть? Игру в Стиме качал? Нет. Я хочу пиратку скачать, но боюсь на вирусы нарваться. Я, по-моему, еще никогда на вирусы не натыкался. Отлично. Путь свободен. Да, снова тебе повезло. Но праздновать победу пока еще рано. Смит хочет уйти. Засада! Засада! Не надо идти на таран на меня. Ай, как больно. А это меня на абордаж взяли? Ничего себе. Да как вы смеете? Меня брать на абордаж? Это только мне можно брать вас на абордаж. Вообще оборзели. Прям пулемет какой-то. Не хочешь слезть, мистер? Отбились. Ага, узнал. После четвертой последовательности он получается. Ну, когда доберемся, напомнишь. За него опять. Вот бы в Титаник Шея, или как там его. Нет, спасибо. Боже, один в левой, другой в правой. Ну, они как бы стоят на корабле. Один слева от нас, другой справа от нас. Как бы чуть-чуть логично, но все равно неприятно. Рутрекер не подводил пока что. Согласен. И это тоже. Можешь дать ссылку, где скачал? Ну, самый первый сайт, который вводишь Сначала надо разобраться с этим. в интернете. Мы найдем его. Видимо, хотел полюбоваться, как вас... Серьезно, он стоял, нас ждал? И мы можем его догнать. Ой, ох уж эти игровые условности. Стоял, смотрел, ждал нас. Какой молодец. Как мило с его стороны. Я скачивал с него Photoshop, не готов я за подписку платить. А я не помню, где я скачивал уже. Ого!
Добыча! Ух ты, он прям в воду палит. Тактика тамплиеров. Они могут поджечь даже сам океан. Осторожно! Того и гляди, сгорим! Последняя, отчаянная попытка выиграть. Ему не уйти. Впереди! Ничего, ничего, все равно догоним. Он сюжетный, наверное, увидим. Ну тогда ладно. По сценарию было сказано ждать, вот и ждали. Ну да. Игровые условности гениальные. И вижу теплый Нассау. Мы знаем, куда он плыл. Здесь у мерзавца укрытие. Надо идти по суше. Не вздумайте стрелять из корабельных орудий в сторону... Бейте Смита с воздуха. Я этим займусь. Будет сделано. О, Нассау, да, я тоже слегка вспомнил. Старый добрый Нассау. Хэнбяо. Спасибо. Ты пожалеешь? Не может быть. Нет! Ты хоть знаешь, что это? Древний артефакт. Сокровище тех, кто пришел раньше. Да. Впрочем, даже лучшие ученые Европы не смогли ничего с ним сделать. Осталось найти манускрипт, и все станет ясно. Тут еще и по кораблику походить можно, причем когда не за штурвалом. Вражеские корабли на тебя не агрятся, насколько я помню. По-моему, да. Уничтожьте 3 канонерки из ружья Пакла. Я этого условия даже не видел. Ну и пофиг. Горящее масло. Я пошел пока. Пока, Павел. Спасибо, что был сегодня со мной. Спасибо за компанию. Разблокирован новый чит. Ну, спасибо, игра. Игра мне читы предлагает. Так, что-то как бы корабль чуть-чуть врезался. Неправильно. Пристань. Я вроде не так швартовался. Ладно. Ура, читы! О нет, читы! Вот тут, кстати, если долго в воде плаваешь, то у тебя вот экран замерзает. И ты можешь померить, в отличие от Black Flag. Шкатулка предтеч у меня. Отлично. Где шевалье? Блин, вот тут Вернулся на кречет. повернули, блин, Боюсь, корабль. придется праздновать без него. Спасибо вам называется. Как-то мне не до праздника, Лая. Я знаю, нам нужны эти артефакты, но... Какой ценой? Сэмюэл Смит. Он шпагу-то держал с трудом. Убить его это... Твой долг. Но... Никаких. Смит тамплиер, он был опасен. Хуже, у него была шкатулка предтеч. Ты можешь гордиться же.
Наверное. Теперь идем в Олбань. Там Джеймс Уордроп, которому Лоуренс Вашингтон отдал манускрипт. Кисега Вася рассказал, что Джеймс Уордроп изгнал много племен с земель. Просто Вася. Его совести не одна риска. Просто Василий. Нет в колониях человека хитрее бесшабства. Он поставил букву закона себе на службу. А если закон ему не подходит, он меняет закон. Запомни мои слова. Джеймс Уордроп бюрократ. И на других ему плевать. Все, поговорил. Можно телепортироваться. В отличие от Кэла. Угу. В уголку где-то там плачет один бессмертный Кэл, который плавал в ледяной воде, и ему было вообще пофиг. В отличие от катсцены. В катсцене ему там было не пофиг. В катсцене он умирал от холода, конечно. А в игре было пофиг. Потому что такой сценарий. Да-да-да, мерзнуть только по сценарию. И бедибулка. Не забываем. Итак, куда нам? Нам прям тут рядом. Все паруса отдать! Вперед! Запивай. Самый большой город на границе. Это Олбани. Жесть, тут куча всего в Олбани. Ну, песенки хорошие, да, поэтому я всегда собирал все вот эти фанти летающие, чтобы все музыки послушать. Некоторые такие себе, некоторые нормальные, некоторые прям самые любимые были. Что в Black Flag, что здесь. Собачки. Можно погладить. Все, это уже плюс к игре. Я поиграл в Assassin's Creed 4. Что порекомендуешь еще пройти из серии? Изгой, если тебе понравилось. Тут такой же геймплей. Тройку, наверное, тоже. Там ты будешь играть за сына и за внука Эдварда. Ну и первые классические серии, наверное, тоже там про Эдсо, трилогия Эдсо. Самые легендарные, самые такие культовые. Ни в коем случае не эту мифологическую трилогию, ни в коем случае не рекомендую. Только если тебе прям сеттинг очень сильно нравится, там, Древнего Египта, Древней Греции, Японии. Только в этом случае. Здравствуй. Конгресс еще заседает. Джордж Вашингтон и его войска открыли огонь по французам. Это считают началом войны. Джордж Вашингтон? Младший брат Лоуренса? Да.
Он самый. И, кстати, о Лоуренсе Вашингтоне. Поскольку ты убил его, Джеймс Уордроп повышен в звании. Все ресурсы тамплиеров в его распоряжении. А что с манускриптом? Из Нью-Йорка сообщили, что он у Уордропа. Сам Уордроп тут, в Конгрессе, но его охраняют. Шей, найди цель. Забери манускрипт. Здесь слишком много тамплиеров. Мы проследим, чтобы он не скрылся. Блин, мне нравится тряска камеры при беге. Я помню, что и когда играл, замечал это. Да, это вроде можно выключить, но я оставил. Незаметно проберитесь в Конгресс. Конгресс. Тут Уильям Джонсон. Это что? Ну, он торговец, а еще он был полковником воинов 6 племен. Сейчас он собирает налоги в Нью-Йорке. Он владеет землями и ведет торговлю в колониях. И построил форт Уильям Генри. Не слышал. Спасибо, хорошего стрима. Тебе всего хорошего. Так, может нам опять устроить веселуху? Понеслась. И давай тоже развлекайся. И побежал искать себе жертву, а я пошел дальше. Конгресс Олбани. О! Знакомая фигура. Это, видимо, Уильям Джонсон, тамплиер. Не, это $100. Манускрипт у него. Или он знает у кого. Это опять $100. Господа, как я уже заявлял, нам необходим национальный союз, одобренный парламентом. Буквально на прошлом стриме его видели. Больше независимости колониям. Сейчас мы не готовы отразить угрозу со стороны Франции. Проще говоря, колонии присоединятся или погибнут. Думаю, Вальгалла неплохая. Вполне, если не знать, что это ассасин. Речь, мастер Франк. Шутка со второго Вы ассасина. впрямь Прям верите, что Великобритания дарует нам свободу? У них нет выбора, мастер Джонсон. Чем дальше владение, тем слабее хватка хозяина. Да. Впрочем, не будем говорить о Тот политике. самый Джонсон. Благодарю за исследование. Что вы, что вы. Времени было мало, но я успел понять, эта шкатулка уникальна. Древний Египет, да? И, как было сказано в моем письме, я готов, так сказать, открыть ее. Отлично. Вскоре мы доставим вам ее. Что до манускрипта? Капитан? Прошу прощения, сэр. Но мастер Уордроп отказался отдать его. Сказал, риск слишком велик. Риск? Прошу прощения. Манускрипт и шкатулка очень скоро будут у вас. Ты жалкое подобие солдата. Бегом в форт Фредерик. Передай мастеру Уордропу, чтобы живо отдал манускрипт. Не то я скальп с него сниму. Вот так вот. Этот капитанишка не должен добраться. Деловые жабы. От короля нам нужно более влиятельное правительство здесь. Было бы красиво, если бы сверху упасть, но что-то пошло не по плану. И манускрипт. Отстаньте, отстаньте от меня, отстаньте.
Потом еще и главная звезда третьей части выйдет. Да-да-да-да-да. Одна из причин, почему я захотел изгой перепройти тоже. Такая маленькая причина. Не падай. А сундук где? Внизу? Походу. Жаль. Ну тут прям классное освещение, мне кажется. Но у меня еще стоит, так же как в третьей части, слегка подулучшенное освещение, чем в оригинале. В оригинале оно было чуть-чуть более сероватым. Чуть-чуть другим. Но... Не знаю, может и оригинальное тебе бы тоже нравилось. Оно вроде не то, чтобы прям мега сильно что-то меняет. Но разницу я тоже увидел, когда только поменял. Мне прям намного понравилось. Намного больше. А причина тому хейтом. Причина чему? А вот и он. Я уже не помню, но вайп прям нужный. Согласен. Так, там нет условий. Ордер по воздухе. Не туда, ну какой солдат ты. Позорище, блин. Ай, ладно, все равно получилось. Но все равно было не очень красиво. Нет! Ты не понимаешь, что творишь, глупец! Освобождаю людей от вашей власти. И они будут свободны, когда французы приберут к рукам эти колонии. Самое главное, чтобы эти колонии не оказались под гнетом тамплиеров. Мы залог порядка в этом мире. Если все дозволено, в опасности все. DLC третьей части момент. Вот именно. Даже дьявол мне тогда этот момент Библию для своей выгоды. Не очень для меня был тогда этот момент. И сейчас опять он. Просто прыгаем куда угодно, но не туда, куда надо. Оттопаем. Эй! Отпустите меня. Делаем ноги. Желательно вот там, где этот фрагмент был. А еще дымовуху. Задание выполнено. На 100%. Так, нам на корабль опять. По пути хочу точку активировать еще. А еще вижу Шанти. Вот оно. Моя прелесть. Иди сюда. Бум. До свидания. Я сказал до свидания. Чё и музыка классная.
Это всегда радует. Почему-то в моей памяти эта часть запомнилась хуже. Ты давно в нее играл? О, еще одну шанти. Ну что это такое? Сейчас улетит, блин. Из-за этого падения. Короче, все, можно не бежать уже за ней, уже потеряно. Лет 5 назад. Тогда за 5 лет действительно могло исказиться впечатление из памяти. Хотя, может, за эти года тоже какие-то там патчи выходили. Я смотрел, игра последний раз обновлялась где-то в 25-м или 23-м году аж. Так что что-то там все-таки выходило. Не знаю, масштабные или прям минимальные какие-то, может. Баги изменялись просто. А может, что-то прям подулучшили. На консолях я вообще видел, там ремастер целый выходил. Под прошлое поколение. Для PS4 и Xbox. Так-то игра выходила вроде на PS3, только на то поколение. А потом вышел ремастер. Но на ПК ремастера нет, только для консолей. Может и хорошо. Учитывая ремастер третьей части. Так, еще шанти. Дубль 2. О, в этот раз нормально допрыгнул. И поймали. Отлично. Ого, я думал, Ubisoft не заботится о старых играх. Ну чего-то мы не знали, значит. Что вам предложить? Так, что у нас по улучшениям? Улучшение Морриган. Корпус. Улучшаем. Прекрасно. О, у меня даже так ресурсы есть, просто денег нет. Ну, орудие тогда. Опять денег нет. Тяжелые ядра. Улучшение тарана. Мощность обычных ядер. Мощность орудий. Блин, все хочу. Все надо. Но денег нет. Надо сундучков больше открывать. А сундучки это вне стрима. Я, наверное, буду всем этим заниматься. Ладно, давайте улучшение тарана. Все, денег 0. Необычное дело. Полный период. Спустить брамселя и бомбрамселя. Брамселя, марселя, бром марселя, да. Наполни каждый дюйм. Ну-ка, запивай. А чё, нельзя? Давай, я хочу песню. Зачем я шанти собирал, алло? Игра. Не хочет. Жадины. Ну как так-то? Блин, на корабле как-то пусто стало.
Никаких компаньонов нет. И петь не хотят вообще прям. Тишина гробовая какая-то. А ну сколько можно? Дайте мне мои песни. Зато в ухо не базарят. Да, хоть какой-то плюс. Везде ищем свои плюсы. Так, а что можно с этой штукой сделать, кстати? И можно ли вообще сейчас? Убавить паруса! От бури! А, там груз. Кэп в море. А ты капитан очевидность. Камень. Но оно того не стоит все-таки, наверное, чтобы тут прям прыгать на этот корабль, чтобы парочку единиц ресурсов собрать. Еще и на время. О, допрыгнул даже. Капитану штурм! Свободу гротам! Таймер все еще идет. И утонул. Зарендерил сегодня саундтрек, только не знаю, как назвать. Что-то с песком, наверное. Там такие пустынные мотивы. Дюну будет напоминать. Запиваю пиво, ром. Мы плывем все на дно. Неплохо, неплохо. Привет, Фокс. Фокс Фикс. Рад тебя снова видеть. Йо-хо-хо. И бутылка рому. Swedish Academy of Letters has been founded in Stockholm. The academy was founded by Her Majesty Queen Хотя йо-хо-хо это все-таки про Black Flag больше, чем про эту игру. Это больше пиратская тема. Трек, которым я вдохновлялся, называется... Ну да, Дюна. Не сразу как пустыня, так сразу ассоциация с какой-то Дюной. Хоть я и не смотрел, конечно. Так, вижу еще шанти. Зачем я собираю эти шанти, если мне потом их не дают включить? Проклятые условия. Условности игры. Ну, еще не успел забрать. Ну, прекрасно. Так, деньги. Деньги. Так, перезарядить. Не хочешь перезарядить? Извините, я не это хотел сделать. Ну чё вы сразу такие приставучие? Я случайно. Подумаешь, человек случайно выстрелил в воздух. Чё сразу нападать-то? Я же не в вас стрелял. Это отсылка на Doom Eternal. Но Doom я не играл. Только знаю, что там рок. Полнейший рок головного мозга. Просто офигенный рок. Тяжелый прям.
Отлично. Так. Госпожа Хоуп. Да будет свет, называется задание. Ты опоздал. Небо уже хмурится. Я точки обзора открывал и шанти ловил. Мастер Франклин, сэр. Меня зовут Шей. Это моя спутница Хоуп. Уильям Джонсон велел передать это вам. Спасибо, но боюсь, эксперимент откладывается. Что это значит? Армия конфисковала мой громоотвод, а без него не получишь электричество, необходимое для вашей шкатулки. Мастер Джонсон вряд ли захочет ждать. Возможно, вы можете помочь. Солдаты весь день таскают вещи. Может, они скажут вам, куда забрали громоотвод, а вы его вернете? Рад служить, сэр. Попробуй поискать на рынке возле доков, а я помогу Франклину. Я тоже не играл, но там метал. И очень классный. Какое безобразие. А я сказал рок, да? Извините. Я Тогда. не могу продолжать свои исследования. Не шарю. Сейчас конфискуют все металлическое. Да. Мик Гордон писал как-никак. Армия Да, я наслышан. металл и делает оружие. Наслышан. Война прежде всего. Мастер Франклин, а что это? Лейденская банка. Полезная вещь. В ней можно накапливать и временно хранить электричество. Правда? А когда банка наполнится? Когда все банки наполнятся. Чтобы эксперимент прошел удачно, понадобится много банок. Буквально целая батарея. Небольшая. Батарейка. А от нее сможет работать ваша шкатулка. Поразительно. О боже, они изобретают электричество. Такими темпами и Твиттер скоро создадут, да, Азель? Спасибо, спасибо. Орлиное зрение. Еще бы под финал игры мне бы обучили им пользоваться. Люди все ближе и ближе к греху. А потом случится DLC третьей части Moment, где Вашингтон увидит будущее и Похоже, погода портится. расстроится в нем и станет тираном. Да, сэр. Тихо, 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 тихо. Блин, он даже сюда залазит. Не надо меня преследовать. Похоже, за мной следят. Тебе просто померещилось, ну я посмотрю. Думаю, с кем это разговаривает автор? Автор тут уже с кучей народа разговаривал, а не только с одним Азелем. Как бы. Будешь играть Devil May Cry 5? Может быть, когда-нибудь. Там вроде как были какие-то слухи о новой части Devil May Cry даже, 6-й вроде как. Держись от него подальше. Может быть. Говорят, он колдовал с молнией. Хотя молния. В преддверии этого события, может быть, захочу как раз 5-ю впервые наконец пройти. Спустя столько лет. Как это грубо. Успел. Мне после Ультра Килл тоже хочется в Devil May Cry поиграть. Интересно. Я уже 100 лет назад как заприметил его и хотел бы как-нибудь тоже посвятить себя в эту серию, но все никак да никак, все никак да никак, но никак да никак да никак.
Переоцененная часть это ваша DMC5. Она проходится за полдня. Ее нужно пройти 12 раз. Я вообще без понятия. Я абсолютно не шарю за Devil May Cry. Ни за какую часть не играл вообще ни в одну. Поэтому хотел бы как-нибудь, когда-нибудь ознакомиться. Интересно, зачем мастеру Франклину нужны эти стержни? Гроза все сильнее. Нужно вернуться к Франклину. Так, условия, кстати, условия. Нет условий, хорошо. Выйдет, по-моему, перезапуск Devil May Cry 1. Ну, тоже неплохо. Если ремейк какой-то там или что-то типа этого. Может, так даже лучше будет ознакомливаться не с 5-й части, а прям с 1-й. По идее. Деньги, деньги, деньги. Так, увидел новое условие, не плавайте. Ну не плавайте, так не плавайте. Как скажете. Доберитесь до Бенджамина Франклина. Доберитесь до $100 опять. Там, насколько я понял, норм концовка на 12-е прохождение. С ума сойти. Шей, слава богу! Быстро! Громад вон! Каждое прохождение игра усложняется. А ты играл, я так понял, да? Или не концовка меняется, но не помню уже. Ага, вот и ответ на мой вопрос. Проходил год назад. Но помню только, что она прям не впечатлила. Но ты одну часть проходил, да? А, опять вот ответ на мой вопрос еще один. Во все части играл. Ясно, понятно. Это карта. Что за место? Португалия! Лиссабон, могу поклясться! Шей, скорее уходи! Вот-вот появится патруль! Станут задавать вопросы! А как же ты? Я образцовая экономка. Ясно? Так, уходим. О, я, кстати, тут почти все собрал. Осталась только карта, сундучок и один фрагмент. Ну, тогда давайте, чтобы я сюда больше не возвращался потом. Ближайший бюро у Маунт Вернон. Хоуп будет ждать меня. Вернон. Маунт Вернон. Какой Вернон? Хотя может так правильно. Вторая карта. Вот повезло. Вот повезло, так повезло. Что такое?
Внезапно что-то на нас вылетело из кустов. Серый волк. Не туда я хотел прыгнуть. И фрагмент. Всё? Действие? Что за действие? Действие на это, наверное, с таверной вот это связано. Как было в Black Flag тоже что-то типа такого. Regarde-moi ce crapaud apprêté. Mais t'as vu qu'il faut le remettre à l'eau à coup de pied. Так, сейчас будет драка, походу. Понеслась. Чё с камерой? Нанять команду. Сколько стоит? 600. Давай. Хочу, чтобы команда full была. Получить сведения мне не надо. И можно кашки сыграть. И еще во что-то. Ну, игры, короче, те же самые, что и в третьей части. И в Black Flag. О, теперь тут все. Кроме чего-то одного, что мне, походу, откроется только в будущем. По сюжету. Так, а я там не был случайно? Был, можно переместиться, отлично. И что, мы в Лиссабон скоро отправимся? А, это считается одной вот этой локацией. Что ли? Или нет? 2 изгиба. 2 сундука, 3 коллекции. Задание, Господи помилуй, называется. Лиссабон лишь немногим меньше Лондона. Уверен, что найдешь это место. Несомненно, Хоуп. Монастырь. Недалеко от гавани. Пару раз я навещал тамошних сестер. Что ж, раз ты там уже бывал, эта обязанность ляжет на тебя. Понимаешь, что нужно сделать? Найти святыню Предтеч и забрать частицу Эдема. У нас появился подходящий корабль. Не волнуйся, Шей. Я присмотрю за Морриган. Спасибо. Мы с Лаймом отправляемся в путь. Лайм не сможет поехать с тобой. Корабль ждет.
Будь осторожен, Шей. Частицы Эдема наполняет сила. Самый, наверное, запоминающийся момент за всю игру. Лиссабон, Португалия. День всех святых. Красота. А я роюсь в грязи под церковью в поисках какой-то древней реликвии. Ха, странные нынче времена. Жалко, не дали погулять по Лиссабону. Там прям отдельные локации нарисовали. Benedictus est Domine, Deus universi quia de tua largitate accepimus vinum, uo tibi offerimus fructum vitis et operis manum hominum, ex quo nobis fiet votus spiritualis. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Помню, когда играл в эту игру на коробке, она выглядела получше. Или это просто ностальгия так работает? Ой, опять начинается вот это твое. Получше. То на прошлом стриме мыло было, сегодня все так же, как всегда. Разрешение, если что, тут не это самое. Не как там. Откройте храм Предтечи. С чего начать? На коробке. Забавно. На прошлом стриме я по факту говорил, там был ремастер, имел право выражаться. А тут просто к тому, что я помню эту игру красивее. Азель, кстати, тоже что-то такое похоже говорил, что она ему запомнилась чуть-чуть другой. Но за столько лет, как я ему тоже говорил, впечатление могло уже исказиться. Не, наоборот, пока что вайбы здесь прекрасные. Нет, я сказал, что она мне хуже запомнилась. А, у тебя прям такая ситуация. Так, я вообще правильно иду? Ага, вот вижу. Нет, погоди. Везде окна. Сюда он не хочет. А если сюда? Угу. Нет причин для тряски. Пока. Это что, отверстие прям специально для скрытого клинка? Эх. Ага, не так, значит. А, вот туда надо было, и вот туда, походу.
Вот тут даже подсвечено. Вот эти штучки знаками какими-то. Это что, символы PlayStation, что ли? Треугольник. Квадратик. Угу. Еще один. Правда, эти прыжки смущают. Это хоть технически нормально выглядело, а тут прям вижу эту траекторию слишком плавную и ровную. Слишком плавную. Блин, вот эти песни мне напоминают какую-то средневековую... Какие-то средневековые игры по типу Kingdom Come какого-то. Или всяких стратегий средневековых, которые я играл. Медивалы всякие. Прям ностальгия опять какая-то происходит. Будто по воздуху парить начинает. Ну, что-то типа такого может быть. Так, а последняя где? Последняя вон там. Окей. Автор, что вчера, что сегодня ты боишься прочитать слово «петушок», я заметил. Ну, ничто мне не мешает про себя его прочитать. Мне большинство сообщений в чатах иногда легче про себя просто прочитать, чем на всякий случай. Чтобы обезопасить себя на всякий случай, чем все подряд читать, и потом мало ли что вдруг может произойти. На всякий случай. Я же без понятия, что там, где там, куда там. Повлияет на ютубах, на твичах. Я думал, ты вчера сначала про себя читаешь. Я всегда про себя сначала читаю. Он так и делает, ну да. Многие сообщения я не зачитываю в голос. Просто про себя. Особенно если там в чате между собой зрители общаются. Святыня предтечь. Зачем мне чужие диалоги зачитывать самому? Если они меня вообще не касаются. Что это у нас тут? Просто сам для себя молча глазами пробежался и все на это. Артефакт. Ну, сейчас начнёс. Кстати, никто не видел, не слышал, что в этом Assassin's Creed Shadows недавно вышло обновление. Малюсенький такой патч, хотя, может, не такой уж и малюсенький. И там сюжетку чуть-чуть обновили и добавили какой-то прям типа полноценный финал игры. И там как раз был момент с вот этим вот еще одним храмом. И вот там был тоже точно такой же артефакт, как вот этот вот. Еще там вспоминалась Кассандра из Assassin's Creed Odyssey. Короче, что-то там опять намудрили, походу. Я, конечно, не все смотрел, не все видел, но что-то там такое чуть-чуть увидел. Чуть-чуть услышал. Вот теперь причины для тряски есть.
Еще какие. Условий, кстати, никаких нет. Нет. Ай. Ау. Это было больно. Как Господь допускает такое? Господь тут совершенно ни при чем. Задание выполнено. Так, что я там пропустил? Чё я неправильно прочитал? Фу-фу-фу, никаких Одиссей. Полностью согласен. Да на Shadow всем пофиг, я так думаю. Вся эта трилогия Одиссея и Пирамида, Киясуке полный шлак. Имхо. Кстати, насколько я знаю, вот это землетрясение реально было в это время.
Они его просто так обыграли на разрабах. Придумали ему причину. Да-да-да-да-да. Есть такое. Привет, Леха. Разработчики, как всегда, гении были. Недавно закончил монтировать видео. Что за видео? Товарищ Бибизян прячется. У него свой личный чат. Представляете? Кстати, выберите любую страну и год. Я написал всегда, ты прочитал вчера. Я прочитал всегда. Может, вам микрофон так послышалось? Потому что микрофон иногда мои слова чуть-чуть не договаривает, скажем так. Надеюсь, вы поняли, о чем я. Обрывками как будто некоторые слова. Начало некоторых слов или конец некоторых слов. Я заметил, когда сам себя в записях стрима слышал, что некоторые слова как будто коверкались из-за этих моментов чуть-чуть. Ты прочитал вчера? Ну, может, так и прочитал. Ладно уже. По барабану. По разбору лора Hollow Knight Silksong. Ух ты. Так, не душите со своим вчера, всегда. Выберите любую страну и год. Ну, давай. Парагвай 2020. С возвращением, Павел. Привет снова. Ну что, какой город мне уничтожить теперь? В Португалии было то же, что на Гаити. Землетрясение. Проклятый манускрипт. Погибли тысячи. Не может быть. Шей, человеку такое не под силу. Если только человек не нашел машины притечь. Ты видела шкатулку, Хоуп? Энергия буквально стремилась вырваться из храма. Ты заставил меня убивать невинных. Как ты смеешь? Защищаешь его? Ахиллес отправил меня туда, как Макандаль Маруна на Гаити. Что здесь происходит? Хватит! Задание было непростым, возможно... Что, возомнили себя богами? Решаете, какой город разрушить дальше? Выведи его. Лайм зря думает, что я отступлюсь. Ахиллесу доверять нельзя. Он не должен найти еще один храм предтеч. Мне плевать, что он мой наставник. И что он потерял семью. Он безумен, и его надо остановить. Ну вот, началось. Товарищ стримлер, я отжал чат всех сообщений, это моя берлога теперь. Меня тут видят только избранные. Ну, я так и понял. Свой личный чат. Парагвай 2020 принято. А для чего тебе это? Кто это свистнул? Это не я. Оно само. А чем смотришь? Чемпионат мира? Я? Не. Не смотрю. Если ты об этом.
Мне остается только одно. Ну все, Шей. ББ. Ага. Вступаем на путь невозврата. Люди еще вопросом задаются, наверное, кого я тегаю. Да, я вне стрима, когда запись смотрел, тоже. Эти в чат одни интересные сообщения тоже. Кто может не знать, не видеть, то подумает, кем они там постоянно разговаривают, кого они там тегают, с кем постоянно переписываются. Что за привидение? Я тут прятался. А ты шизик. Я выбираю, за какую страну я захвачу весь мир. А, опять Хойка. Тебе Люксембурга мало было? Ну давай, Парагвай тогда. Удачи. Пути назад нет. Пути назад нет. Я рассчитывал на тебя, Шей. Ахиллес, у меня нет выбора. Что за вздор, глупый мальчишка? Твой долг — красть у братьев? Предать меня? Кто-то должен искупить вину. Искупить вину? Ты не понимаешь, что творишь. В этом манускрипте будущее всего континента, а может и всего мира. Возможно. Но у нас нет права быть его хозяевами. Почему? Вся ответственность на нас. Да, ответственность за погибших людей и разрушенные города. Это борьба за власть. Все, хватит. Не позволю уничтожить дело всей нашей жизни. Ассасины! Вперед! За ним! А такой красивый кадр был с луной и костром. Да, было. Не получите повреждений, не совершите ни одного убийства. А вот и мортиры. Союзнички. Ты можешь. Где твой голос разума? Can't run forever! Надо бежать еще быстрее. Надо. Еще быстрее. Ты Ведьмак прошел? Нет, конечно. Ведьмак очень здоровенная игра. Я вообще молчу про DLC. Нам еще его проходить и проходить. Хватит! Верни манускрипт, Шей! Тогда Ахиллес... Я не могу! Иначе все повторится. Столько погибших. Еще одного и не заметят.
Шей! Примерно после этого момента игра сильно меняется. Поменялась сильно. Для меня игра стала как будто другой, совсем с другим стилем. Ну, теперь мы играем за тамплиера. Ну, почти. Еще чуть-чуть. Что это? Сбой в воспоминаниях. Ай, опять Кажется, современность. там еще данные. Ладно, болванчик, сейчас я тебя не вытащу. Ты пройдешь путь до конца. Ой, спасибо. Странно. Эти воспоминания на 20 лет позже, чем предыдущие. Это точно? Совершенно. Это значит, Шей тогда выжил. Если он таков, как я думаю, он будет продолжать. Данные повреждены. Воспоминания частично. Посмотрим, что можно сделать. Слушай, нужно узнать, что задумал Шей. Воспоминания неприятны, но я на 90% уверена, что ты не умрешь. Но не на 100. Мне вот Хойка не понравилось. Я бы с кайфом Викторию 3 поиграл. Я помню, США развалилась из-за того, что я проиграл гражданскую войну из-за отмены рабства. Так, болванчик, мы не знаем, где Шей и что делает. Я вот третью не играл даже. Мне надо знать, почему Шей там оказался. Приказ получен. Шевелись. И сколько времени прошло? И как мы выжили? Et alors? Vous l'avez trouvé? Ouais, Benjamin Franklin est à Notre-Dame. Si on se magne, on devrait le rattraper. Arrêtez de vous branler! Allons-y! Бенджамин Франклин. Вот в чем дело. Франклин ездил по Англии и Франции. Тот тип $100. назвал Нотр-Дам. Шей должен быть в Париже. Пришло твое время. Убрать угрозу. Защитить Франклина. Раскомандовался. Ready to open fire! Вот ведь бегуны. Да что ты делаешь? Минус. Il est là! Attrapez-le! Помогите! Кто-нибудь! Il ne nous échappera pas cette fois! Черт! Что случилось? Больше данных нет. Исследовать воспоминания нельзя. Пока. Шей не умер, раз появился во Франции спустя 20 лет. Мы что-то пропустили. Воспоминания разделены. Сервера атакованы вирусом. Поэтому у нас нет доступа ко всей жизни Шея. О, ну, костюм тут уже получше. А мне этот не нравится. Этот базовый. Иди-ка к Отцебергу. Он в каком-нибудь кабинете отдыхает. К Отцебергу. Скучно. Шей Кормак ассасин. Но он не похож на тех, кого вы прежде использовали для создания своих программ.
Я думаю, что Шей, возможно, самый важный ассасин за всю историю. Ваше исследование поможет мне получить результат, которого я пытаюсь добиться уже очень давно. История Шеи может предложить кое-что и вам. Мы получили доступ к фрагменту памяти Шея на другом сервере. Отлично. Мне снова придется забрать болванчика для работы. С этим заданием все ясно. Но я тебя прошу, обдумай наш разговор. Опять болванчик ходит, бродит. Вот оно, до этого был вайп третьей части с этим снегом и деревьями. Да-да-да. А тут вот другой стиль стал. Города огромные, многоэтажки. Угу, тогда теперь уже понимаю. О чем ты говорил? Вообще жесть. Командует. Этот мужик не в курсе, что это просто воспоминание. И он не может изменить его своими командами. Вот-вот. Привычка уже везде и всеми командовать. Я вообще болванчик какой-то левый. Иду. И вообще какой-то левый болванчик. А он сразу уже тут командует мной. Начальство нашлось тоже мне. Хейтем Кенуэй остается противоречивой фигурой. Так. Я его уважаю. Он был великим магистром колониальной ложи и руководил поисками святынь предтеч. Хейтем был хитрым и жестоким, но в нем была эмоциональная слабина, которая изгубила его. Что-то у него тут шапка неправильная. А великий магистр Реджинальд Берч вырастил из него рыцаря-тамплиера. Однажды Хейтем узнал, что его отец Эдвард был ассасином. Тот факт, что он предпочел остаться тамплиером, а не пойти по стопам своего отца, говорит мне, что он был на правильном пути. Но когда Хейтем узнал, что Берч был одним из убийц его отца, он вместе с сестрой убил его из мести. И это было началом его гибели. Тамплиеры никогда не убивают под влиянием чувств. Когда он узнал, что его сын Конор – ассасин, работающий против него в колониях, его эмоции не дали ему нанести удар. Жаль, Конор не проявил к нему такой жалости. Важные лорные моменты, между прочим. И очень интересные. Что за женщина нам говорит о том, что это все воспоминания? Вот она. В начале игры с ней познакомились. Мелани и ее тупую ремонтную бригаду. Так что воспользуемся этой развалюхой. Я подготовлю анимус, пока ты идешь. Воспользуемся этой развалюхой. На карте. Вперед! Красивый лифт. Черт, забыла! Для сервера нужен первый уровень доступа. Первый уровень доступа предоставлен. Надеюсь, больше не будет проволочек. Отлично, заходи в серверную. Когда запустишь сервер, я загружу фрагмент памяти Шея в анимус. Эх. Вот тут была Ребекка иногда приходила, вот тут Шон стоял. Поболтушки у нас были. Если они это реально полностью вырезали из ремейка Black Flag, я чуть-чуть расстроюсь. Не то чтобы прям мега сильно, но все-таки расстроюсь. Все равно это были приятные и прикольные моменты. Да не там не комментируй. Видишь, я тут хожу, ностальгирую. Знакомые локации. Наконец. Готовы к атаке? Начали. Ну, вперед! Новый рекрут Видика.
Кто вы? Не трогайте ее! О боже, угомоните его! Ты, отдай ребенка. Ну, тише. Все хорошо. Алина! Успокойтесь, мистер Берг. С вашей дочкой все будет хорошо, обещаю. Кто вы? Меня зовут Уоррен Витик. Я представляю Abstergo Industries. Я знаю, что вы бросили егерский полк в Ути и подались в наемники, чтобы иметь возможность лечить муковисцидоз Элины. Но это не сработало, да? Черт! Я хочу предложить вам сделку. Я не работаю с незнакомцами. Нет, не такую сделку. Сейчас я достану из кармана некий предмет. Что это? Это таблеточка для вашей дочки. Давай, зайка, съешь таблеточку. Нет! Ну вот, так-то лучше. Это ее вылечит. В продаже их нет. Но вы получите лекарство, если поможете мне с моей маленькой тренировочной программкой. Зачем я понадобился Abstergo? Вы не будете работать на Abstergo. Однако Abstergo может поработать на вас. Я согласен, но при одном условии. Слушай. Тот парень обидел мою дочь. Понимаю. Господа, отпустите мистера Берга. Дженкинс, дай ему пушку. Что? Живо. Да, сэр. Довольны? Пойдет. Пойдет. А нечего обижать детей. Туда его. Вроде после этой части вскоре Unity вышла. Я знаю, что они прям в один год вышли сразу две части, Unity и Изгой, но не знаю в какие дни. Может они прям в один день даже вышли, или все-таки там была какая-то разница, может. Я когда купил коробку, у меня в комплекте шли диски Black Flag и Изгоя. Black Flag я так и не смог пройти, у меня вылетело при попытке доплыть до какого-то финального храма. А вот Изгой я прошел. У меня только при покупке плойки были диски первого Last of Us, Horizon и Детройда. Отлично, болванчик. Данные повреждены, но работать дальше можно. Возвращайся сюда. Похоже, перезапуск серверов убрал вирусы из системы. Ты прекрасно поработал. Не терпится увидеть, что нам покажет Шей. Первый уровень дает доступ в некоторые помещения, если вдруг захочешь размять ноги между сессиями в Анимусе. Тут Liberation показывают. Одновременно вышли, загуглил. Ну вот. Это вроде как единственный случай был, когда они прям в один год две игры сразу выпустили, чтобы заработать очень хорошо, но что-то пошло не по плану, и по итогу и Unity вышел отвратительным с технической стороны, и Rogue вообще все забыли про него. Так что тот год вышел не очень успешным, как они думали, как планировали. Вот тут у нас, кстати, начинался Black Flag. Какой-то из этих комнат. А так? Нет? Потом нас вела Мелани по этому коридору до Почему лифта. не работает? Ну ты хоть поиграл? Что? Нет, все в стихах говоришь. Не знаю, не мое. Это они там о чем? Попробуй, а потом говори.
Так, а ПВП-режим там есть? Да вы задолбали говорить, как только я отхожу от вас. Нет, нет. Это симпатичная пошаговая РПГ. Не, Вы о чем? я пас. Можно сразу говорить, а не спустя пару минут перерыва? Или как только я отхожу от вас? Не люблю такие диалоги замедленные. С паузами. Зато сейчас вроде Unity неплоха. Да, сейчас она куда лучше, чем была. Многим все равно не Я нравится. знала, что не зря отучилась в университете. Знакомый голос. Показалось. Но вот на выходе Unity был прям мега отвратителен. Там было столько багов. Это просто жесть. Я знаю то, что у Unity великолепный паркур. Да, согласен. На тот момент, в те времена, там паркур был абсолютно переделан. По-новому. Shadows, кстати, там его опять чуть-чуть перелопатили. Хоть какие-то плюсы в Shadows все-таки есть, там как раз-таки паркур более еще гибким стал, чем ранее. Представьте себе. И мне он даже тоже понравился. А сейчас вот этом, кстати, новом патче, о котором я недавно вам говорил, его еще что-то вроде там подулучшили. Проход запрещен. Проход запрещен. О, тут компьютеры сразу все отображаются. Отлично. Великолепно. А, вот и карту можно сделать. Казалось бы, где сейчас подобный уровень? Куда-то пропал, испарился. Думаю, до Unity недалеко. Как бы это ни звучало. Но в те времена прорыв был довольно-таки впечатляющий. Сейчас он не такой впечатляющий. Действительно. Так, а этот раз что у нас будет? Так, болванчик снова в анимусе. Болванчик. А я поглощаю новую порцию кофе. В мире все как надо. Я рад. Такие миссии тебе не по душе, верно, босс? Каждое задание по-своему важно. Ты, наверное, хотел бы охотиться за Шоном Гастингсом вместе со своей командой. А ты? О, да. Место в первом ряду было бы кстати. Что там Соркин? Да за что Он Шона? должен выйти на связь через 40 Шон Булка. минуты. Ясно. Можно вопрос? Конечно. Каково это — быть в анимусе? Я проходил тренировочную программу. Прямо как на учениях в егерском полку Ути. Ну а по-настоящему ты его использовал, чтобы пережить историю предков? Один раз. Правда? Кем ты был? Воином. Участвовал в набеге викингов на Линдисфарн. 793 год. Северо-восточное побережье Англии. Assassin's Прости, Creed Valhalla. люблю историю. Как это было? Было лето. Погода для плавания. Монастырь был центром религиозного обучения. Мы ворвались в город словно цунами. А дальше? Дальше! Мы грабили и жгли. Нас считали демонами. Воспоминания были такими яркими. Меня поглотила жажда крови. Я победил саксонца.
великого воина, но не хотел убивать. Я предложил ему вступить в мой клан. Ох, скандинавские ритуалы! Шанс обойти весь мир вместе с викингами! Да, возможность увидеть мир таким, какой он есть. Что было дальше? Он зарыдал. А потом начал кричать, что Бог оставил его народ, и вокруг остался лишь хаос. Я пожалел его. И убил, не задумываясь. Когда закончим с этим, нам придется убить болванчика? Посмотрим. Так. Это мне уже не нравится. Отсылка на будущее? Ну, как сказать. Тут любой, если период времени вспомнить, то можно считать какой-то отсылкой на будущее. Про Японию уже 100 лет давно. Уже 100 лет люди ждали, когда выйдет Ассасин про Японию какой-то такой масштабный. Не такой, как хроники про Китай, Россию и Индию. Про викингов тогда было. Что еще можно придумать? Про Испанию времен Реконкисты, хотя там фильм есть про этот период, но это прям вряд ли можно считать. Про Германию, вот как раз времен Охоты на ведьм уже разрабатывается Ассасин. Про Средневековье я бы, если честно, что-то более такое масштабное, чем первая часть, потому что первая часть там, что там, Святая Земля только была и все, а прям Европа средневековая, какая-нибудь Франция, там, Священная Римская империя времен Средневековья тоже было бы интересно. Россия полноценная, Индия, Китай, те же тоже прям полноценные игры были бы неплохие для своих жителей, скажем так, как минимум. Много еще чего можно придумать. И тоже можно считать какими-то отсылками. В далеком будущем или недалеком. Смотря что разрабам стрельнет в голову. И про что следующее делать игры. А чё, в смысле убить? Чтобы свидетелей не было. Коммунистичный... Коммунистский ассасин. Мы, кстати, хроники только про Индию прошли, а я раздумал еще и остальные тоже пройти. Про Китай, про Россию тоже. И там как раз коммунистский ассасин был бы. У нас времен революции в России. Если скажу, что большего ужаса в жизни не видела, получу приз за банальность? Нет. Да, у Шея был трагический опыт. А, нет. Вот кому ушел мой приз. Продолжайте исследование. Лучшее впереди. Против тамплиеров-капиталистов. Может быть, может быть. Все, что пока известно из новых частей, это вот ремейк Black Flag, ремейк первой части вроде бы делается, и Hex про ведьм в Германии. Больше я ничего не слышал еще про какие-то новые части. Пока. Рада, что тебе лучше. Спасибо. Мистер Финниган, да? Господи, боже ты мой. Мы подобрали деревенского дурачка. Барри! Вспоминай, Шей, я Кэссиди, а это... Барри! Ты очень долго болел. Жаль, что был вам обузой. Видишь, у него есть манеры. Как для матроса может. Небось напился, да и выпал пьяный за борт. Барри! Он прав. Барри! Вот этого момента я уже и даже не помню. Надо? В чем дело? Где мы тут
полумертвый. И этих Барри. Этот момент я вообще забыл. Хотел пошутить, но понял, что это звучит реалистично. Ах ты гад, как ты смеешь! Ах ты гад! Ты паршивец! Не троньте ее. Ой-ой-ой. Что это вы задумали? Давай проваливай, дури! Я так и хотел. Но ты меня обидел. Мы только что хромали, как будто полумертвые, а тут мы уже руками-ногами машем, как И не возвращайтесь! в боевиках. Спасибо, Резко выздоровели. Будь я помоложе, уложил бы их одной левой. Барри. Чего они хотели? Как обычно. Решили, что им должны за то, чтобы никто не пострадал. Помяни мое слово. Эти банды погубят наш город. Жди тут, принесу тебе кое-что. Не стоит тебе разгуливать тут голышом. Вот, примерь. Вещи сына. Думаю, это тебе не помешает. Мало ли что. Благодарю. Ну, прямо настоящий джентльмен. Кайси. А при мне была книга? Нет, только это оружие. Спасибо вам. Я пойду. Видимо, манускрипт покоится на дне океана. Вот первую часть ремейк интересно. Согласен. Как он круто идет. В плане анимация хорошая. Ты про этот костюм говорил, Азель? Или еще нет? Ну, по сюжету надо уложить, значит здоров. Ага, исцелился. По сценарию. Нет, тот с красным таким ярким. Ясно. Говорите, что вам надо от Финниганов? Я ни при чем. Мне приказали. Да. И где же твой босс? Его легко найти. Там во дворе всегда черный дым поднимается. Прямо по курсу. Захватите логово бандитов. Это что, наши любимые аванпосты? Не получите... Да понятно, понятно. Не получите огнестрельных ранений. Так, весь арсенал при мне. Мы в Нью-Йорке, насколько я понимаю. О, да. И он тут куда масштабнее, чем в третьей части. Вроде бы. Идите и убейте главаря, сорвите флаг. Флаг я уже. Я, кстати, сделал функционал 5 медальонов. Круто. Успехи, значит, идут полным ходом. Тихонечко.
Вот и все. Аванпосты. Наши любимые. Угу. Именно они. Спасет от дыма. Спокойно, мастер Кормак. Мы друзья. Финниганы знали, что вы решите действовать в одиночку. Я полковник Джордж Монро. Полковник? Я решил помочь, но, как видно, опоздал. Спасибо, что разобрались с этим отребьем. Они бич Нью-Йорка. А вам-то что? Вы же просто арендодатели. А люди в городе изо всех сил пытаются выжить. Неудивительно, что вы так считаете. Некоторые из моих товарищей не слишком благородны. Но я не такой, как они. Неужели? Поверьте. Я хочу, чтобы колонии жили в покое и достатке. Громкие слова. Быть может, вас лучше убедят мои действия, мастер Кормак. Доход увеличился? Какой Заберите доход? украденное. У меня будет свой доход. А теперь давайте пустим Целых деньги 100? на благо Вау. города. Кстати, насчет игры. понимаю, у вас Пропагандистские Вы сказали, что плакаты знаете можно Финнигана? считать как картины? Их покойный Ну. сын работал на меня. Вы на него похожи. И чем же? Он не был... Очень натянуто, если только. Мы мечтали, чтобы жизнь в этом мире стала лучше. Не просто выживать, поесть, Но тепло лучше одеться. полноценные картины. Свобода от нищеты – лучшая из свобод. Даже кажется, что вам не безразличны те, кем вы управляете. Я не управляю, мастер Кормак. Я лишь помогаю. The Royal Navy welcomes all fellows of good health to enlist. Sign up for the largest navy ever. Видите развалины, мастер Кормак? Мы можем все исправить. Постройка городов – новая наука, но она неплохо работает на континенте. Я распределяю ресурсы и пускаю их на стройку. Улучшение. Ага, опять деньги надо. И ресурсы еще тоже. Ну давай. Как славно! Теперь здесь станет куда приятнее. Нью-Йорк будет процветать под вашим присмотром. Вы Доход можете увеличился много до сделать 300. для города и До горожан. 400 уже. Человеку нужна цель. Неплохо. Пока что прощаюсь. Ну, прям мгновенно построилась. Отлично, еще 100%. Куда дальше? Ну, тут прям рядом. Повышение Полковник скорости. кажется честным человеком. Он стремится к лучшему. И в чем-то он прав. Учитывая все, что случилось, и что я сделал. Прошлого не изменить. Но, возможно, здесь у меня есть будущее. И может быть, в этот раз я поступлю правильно. Надо возвращаться к Финниганам. Сказать, что я жив. Повышение скорострельности, но снижение скорости ходьбы. Повышение дальности стрельбы, повышение скорости ходьбы, меньше замедления от крови. Повышение урона при полном здоровье, повышение скорости. Угу. Я надеюсь, у тебя не будет таких знаменитых, знаешь, амулетов, которые абсолютно какие-то бесполезные бафы дают, которые ты никогда не используешь. Другое дело, когда они вот какие-то имбовые или хотя бы какой-то плюс и минус дают. Или только плюс. А то, как мы знаем, иногда бывают такие, которые наоборот как будто один минус дают. Ты ими никогда не пользуешься.
Потому что всегда есть лучшие альтернативы. Всегда прикольно, когда есть баланс. И хочется пользоваться всем. Потому что все крутое. Снижай здоровье. 6 даже. Очень даже неплохо. Это только начало, я так понимаю, да? Лучше у меня будет медальон, который только хуже делает, но не просто так. Хочу его сделать просто улучшенным, чтобы за какой-то челлендж он стал полезным. Хорошая идея. Почему бы и нет? Это стимул. Неплохой. Плюс шанти. Как око из Капхеда? Не знаю такого. Шей, полковник Монро нам все рассказал. Сэр, вы дурак. Но спасибо. Великолепно. Сэр, вы дурак. Мастер Кормак, простите, как что приятно, знаю, спасибо. вы только пришли в себя. Нет, я и сам устал лежать в постели. Тогда могу я попросить вас выручить моего друга? Он нашел преступников, изобретших странное оружие. Смотрите, пули громкие и яркие, как шутихи. Можем мы поговорить наедине? Его зовут Кристофер Гист. И, боюсь, он попал в беду. Как бы эти бандиты не вздернули его. Я не позволю им забрать еще одну жизнь. Я рад. Злодеи окопали в старом форте Арсенал. У меня срочные дела в Олбани. Пусть мастер Гист найдет меня там. Там есть такой амулет, он изначально дает просто так. Делает просто так, что у тебя становится 1 хп. Слыхали, дорогуша? Ух ты. В старом форте кого-то вешают. О, такое нельзя пропустить. Такое нельзя пропустить. Вот это тон у нее. Блин. Все по пути хочется забрать. Петарда. Шутиха. Бумс. Конечно, меня спалили. Все такие глазастые, прям не могу. Ага, отсюда не достать. 2. 3. Кажется, эти мерзавцы из той же банды, что досаждала Финнигану.
дадим ему трёх! Ловите его! Кажется, этим. Кристофер Гест! Шей Кормак! Здоров! Каким ветром в наши края? Полковник Крислов! Молодцом, Шей. Выгнал собак из их будки. Ну, я как раз подыскивал жилище. Не торопись жить, юнец. Жилище? Враг может прятаться на судне. О, их посудина вон там. Морриган? Что она тут делает? Это мой корабль. Простите, но я должен попытаться вернуть его. Стой! Вряд ли ты управишься один. Тогда помогите. Там им боссов то ли убить надо какое-то количество, или еще что-то. Злодеи повсюду. Прикидываются обычными... Такое нельзя пропустить. Эти напали на семью, которая выходила меня. Хорошие люди. Так и есть. Знаете их? Барри и Кэссиди Финниган. Лично нет, но знал их сын. Я помню, что мне товарищ сказал насчет рывка, поэтому отныне скорость у героя снижена. Еще и кровь от врагов убитых замедляет. Не зевай. Эти мерзавцы хитры. Лучше бы нам их выманить. У меня есть кое-что получше. Что ж, вижу, с этим делом ты с легкостью справишься и без меня. О. Бандит-следопыт. Это те самые ассасины, о которых, Азель, помнишь, что ты мне на каком-то стриме вспоминал? Ассасины из кустов и из прочих укрытий. Сделаем так. Я найду новую которые команду мешаются. для своего корабля. А вдруг придется уходить в спешке. Запустите петарду рядом с сараем. I got you. Так, что там насчет условий? Ясно. О. Да, помню, вот поганцы. Да, поганец. Поганцы еще те. Эх, не достать. Тебе мало одного выстрела? Ты чё такой жирный? Да не то, блин. Берсерка случайно потратил. Ау, я ж нажал. Испытание Абстерга. Какое-то там выполнилось. Длительно. Еще один. О, последний. Вампиризм один из амулетов.
Ох уж этот вампиризм. Так, сейчас я вернусь. Через пару минут. Все, я снова тут. Так, я тут не забрал еще по пути вот эту штучку, она прям рядом. Стрим, кстати, уже ровно 4 часа идет, у меня ровно 12 часов ночи, между прочим. Это значит, что вряд ли мы еще надолго засидимся. Эх, старый добрый Мориган. Что это было?
А, мне не сюда. Я по привычке за руль сразу. За штурвал, то есть. Хороший корабль. Как и обещал, команда подобрана. Лишь одно место пока не занято. Скажи, у тебя помощник есть? Нету. И давно. Что ж, тогда буду старпомом. Добро пожаловать. Разрешите обратиться? Могу предложить следующий порт. Полковник ждет от меня вестей. Я думал о том же. Монро сказал, что будет в Олбани. Прекрасно! Прекрасно. Я бы хотел добавить скорость пуль, но у меня есть такой энергетический шар, для которого скорость, наоборот, плохо. Хотя, может, просто это как «но» сделать. Что вы сегодня хотите? Мне самому интересно, как ты там все это раскрутишь. Развертишь. Кстати, внешний вид. Всякие смешные паруса. Паруса Аквилы. Того самого Аквилы. Паруса Галки. Так, носовые фигуры, штурвалы. Это пока еще нам рано. Так, ну тут денег нет, понятное дело. Тяжелые ядра. Мощность обычных ядер. Мощность орудий. Сейчас опять денег будет 0. Так, гарпуны это все пока рано. Каюты экипажа это точно надо. Ну и все, денег нет. Продать что можно? А тут табак это не тот ресурс, случайно, который можно смело продавать? Или он тоже надо для каких-то улучшений крафта? Потому что вот камень, ткани, металл, дерево, это, понятное дело, точно нужно. Для реконструкции зданий, вот. Парусов, корпус, пушки и морга, ну да. А вот табак по хорошей цене можно продать, написано. Никто не помнит, можно ли его смело продавать или оставить. Или он для чего-то надо. Для Стима надо $100 платить? Ну нафиг. Бенджамина Франклина надо заплатить. Целого. Ну уж нет. Ну уж. Короче, пока оставляем так. Тяжелые ядра.
Необычное дело. Итак, отправляемся. Капитан на мостике. Капитан на мостике. Ривел Вэлли. Полковник ждет в Олбани. Интересно, что еще он для нас придумал. Нас? Я думал, ты хотел просто встретиться с Монро, а не в армию меня записать. Так и есть, Шей. Но мне близки его идеалы. Я за их реализацию. И какие же идеалы? Сильные границы, богатые фермеры, торговля. Нам это очень нужно. Какая-то высокопарная утопия. Пусть так. Притворим ее в жизнь. Полковник Монро интересный человек. И, безусловно, достойный. Плывем в Олбани. А потом посмотрим. Отлично. Полный вперед! Песни опять вернулись. Да чё вы там ломаете мне корабль, когда швартуете его? Аккуратнее, нельзя. Часть 3. Обстоятельства. А вы в добром здравии. Да, благодаря капитану. Отличный корабль, мастер Кормак. Благодарю, полковник. Мастер Гист, что вы узнали о заговорщиках и их оружии? Они скрываются во французском форте, что ниже по реке. Слишком близко, не так ли? Раз они расположились на нашей территории, скорее всего, планируют напасть. Я боюсь за нее. Присоединитесь к нам, мастер Кормак. Да. Погибло слишком много невинных. Знаете, стоит подлатать корабль. Нет, он и так хорош, но всегда можно сделать его лучше. Тут неподалеку есть один французский аванпост. Прекрасная мысль. Интересно, что привело туда французов? Просто заняли территорию? Это в первую очередь экономическое вмешательство. Враги колонии поддерживают преступников. Хотят подорвать доверие к местным властям. Слышал, они крадут припасы, а потом продают их в 10 раз дороже. Ну да, слабого всяк обидеть норовит. Полковник, вы с Гистом, похоже, полны надежд. Шей скептически настроен в отношении таких. Понимаю, но не стоит. Я всего лишь хочу, чтобы здесь было безопасно и хорошо. Странно. Я-то думал, богачи всегда пекутся лишь о выгоде. Я не богач, мастер Кормак. Деньги для меня лишь средство, а не сама цель. Ну ладно. Думаю, пора заканчивать. Приближаемся, капитан. Все долой! Отдать якорь! Четыре сундука, точка обзора, коллекции. Используйте шэмбяо, чтобы подвесить ключника. Ага, ясно. Не люблю я шэмбяо, если честно.
Помню, в Dark Souls купил огромную шапку мага, играя за рыцаря. Я помню эту шапку. Там были еще разные шапки. Одна была чуть поменьше, но все равно большая. А была другая, которая прям капец громадная такая. Шапище. Новое слово шапище. Прям от дождя можно укрыться с этой шапкой. И еще кучу народа, мне кажется, укрыть можно. Такой зонт. Она была ультра бесполезной на рыцаре. Но прошел игру с ней, потому что она мне нравится. Нравятся шапки. Я помню, да, эту забавную шляпу. Она там для магов. Прикольная вроде. Но даже когда я за магов играл, я все равно эту шапку не использовал, потому что мне как раз такие смешные шапки не очень нравятся. Donc je me suis enrôlé pour une autre année. Vraiment? Attends. Oui, monsieur. Vous avez entendu ça? Je crois que ça vient de là-bas. Так, сундук не тут, где-то наверху, что ли? Или внизу? Ладно. Где там цель? Lefebvre, Marcelin est en train de dégueuler sa vie. Je te colle sa patrouille. Arrête de gueuler, Landry. Fais ta patrouille, on en reparlera demain. Ça marque. Va rejoindre Tremblay. Réveille-le s'il dort encore. Так, сначала хочу вот это обезвредить. Тут как? Набегут потом. Будет очень громко. Arrête de gueuler, Landry. Fais ta patrouille, on en reparlera demain. Lefebvre, Marcelin est en train de dégueuler sa vie. Je te colle sa patrouille. Блин, кусты дерева. Да ё-моё. Чё мне все мешает? Ничего не вижу. А! Ça marche. Va rejoindre Tremblay. Réveille-le s'il dort encore. Lefebvre, Marcelin est en train de dégueuler sa vie. Je te colle sa patrouille. Arrête de gueuler. У тебя есть новые возможности. Вот и все. Как вы меня в кустах увидели?
Или не увидели. Как хорошо, что я колокол обезвредил. Добыча. А вот и сундук. Доберитесь до каюты капитана. Блин, Шей, ты не можешь чуть-чуть прыгнуть на месте? Как мне это забрать? Если оно чуть-чуть выше находится. Чё за фигня? Я так не играю, так нечестно. Ну, не туда. Ой, пофиг, короче, на эту фигню. Возвращаемся. Там осталась вот эта фигня, фрагмент и сундук один. Ну и ладно. Отлично, Шей. Давай пустим эти материалы на вооружение Моррика. Нам нужно больше мощных пушек для атаки форта. Распределишь все в каюте. Каюта капитана. Оснастите Морриган мортирой. Впечатляет. Мортиры — это имба. Так, а что у нас по одежде, кстати? Азель, сейчас узнаем, о каком костюме ты говорил. Так, костюм ассасина. Временный костюм, он так и называется, временный. Костюм исследователя. Костюм разбойника. Это такой разбойник. Забавно. Костюм следопыта. Костюм стрелка. Костюм капитана. Темный костюм ассасинов. Версальский костюм. Индейский доспех индейский, какой ужас. Тамплиера. Тамплиера 11 века, но это вряд ли он. Тамплиер-телохранитель. Викинга. О, магистр тамплиеров. Это белый. Адмирала. Охотника. Китобоя. Колониста. Следователь Арктики. Вау. И костюм убийцы ассасинов. Вот этот я помню, мне больше всех понравился. Но он юплей. Юплейная фигня. Ну почему юплейная фигня?
По сюжету, видимо, тамплиера будет. Надеемся. О, захватите форт. Я помню, в Black Flag любил форты захватывать. По крайней мере, на ранних этапах игры. Потом это все, конечно, надоедало чуть-чуть. Но благо их там было немного. Шикарно. Этот форт содрогнется. Но четвертая последовательность далеко, наверное. Ну. Я потом, может, не стрима еще уточню. Корабль в отличной форме, мастер Кормак. Долго им не продержаться. Пусть уж сопротивляются, иначе какой интерес? Не рвитесь в битву, мастер Бист. Их в нашей жизни будет еще предостаточно. Кстати, если захватить командующего, французы сдадутся. Как? Верно, разумная стратегия. Но начать все равно стоит с их укрепления. Иначе они уйдут в глухую оборону. После этого форта, наверное, будем уже закругляться. 4,5 часа для первого стрима. Нормально. Атака тараном. L2. Мортирные ядра. L1. Запомнили. Так, не R1, а L1. Вот это на таран мы жесткий идем. Вы слышали это? Брамселя, Лиселя, Бром, Марселя и еще какие-то там веселя. Отлично. Ладно, я уже пойду. Рендерить саундтрек буду. И выложу как раз. Давай, удачи. Вперед! Наполни каждый дюйм! Пусть точно! Теперь за командиром! Убейте французских дозорных. Якорь отдать! Ой. Недолет. Два сундука, 2 коллекции. I'm alone in chat. Не расстраивайся. Может, и не один, именно просто в чате никто больше не пишет. Мы все равно скоро закругляемся, так что не так уж и обидно, наверное. Я тут в своем секретном чате сижу, подслушиваю. И там еще подглядывай тогда, а не только подслушивай.
Ах ты мерзавец, поганец. Вот так вот. Не дадут мне сундук открыть, мерзавцы. Бомба. Ай, как больно. Ты чё, офигел? Так, все собрали. Охотник? Шей, Опа. как давно я вас не видел. Выполняли особое задание? Да. От Ахиллеса. Как интересно. Я тоже. Охотник, не вынуждайте меня делать это! Что это? Убивать? Я думал, это ваше ремесло. Можно просто уйти. Да, но тогда я сообщу братству, что вы живы. Это бой насмерть, Шей. Наша первая жертва из бывших союзников. Вы всегда были мастером, Шей. Вы тоже. Скажите, что вы делали на материке? Особое оружие. Ядовитый газ, чтобы отравить власти колоний. Я всего лишь посыльный. Поэтому я посылаю вас к праотцам. Вива Виктория. Бейте охотника, не получив повреждений. Блин, когда эти условия появляются, что я их вообще не видел? Они там на 2 секунды, на полсекунды появились и пропали сразу, или что? Или мне каждый раз меню, блин, по 50 раз проверять, не появилось ли чего нового? Надо на весь экран вот такие здоровенные жирные буквы появить, да? Чтобы появились, чтобы было понятно. Где-то там на 2 секунды. Всплыло и скрылось. Так, кусочек карты открыли. Охотник был прав. Я не мог поступить иначе. Если ассасины узнают, что я жив, они придут за мной. Экономические зоны. Что вы сегодня хотите? Боеприпасы. И все. Опять денег нет. Спасибо за доверие. Ну все, тогда тут и остановимся. Хотя... Чтоб я потом мог спокойно поплавать, зайду-ка я на борт, что они там скажут. То если я вне стрима что-то захочу сделать, они все равно мне не дадут. Начнут тут какие-то диалоги свои сюжетные. Пока ты был занят захватом форта, я набрел на эту сокровищницу. Так, ну так. Надо же! Это было то еще приключение. Ну, в любом случае, в числе прочего, я нашел карты с детальным описанием французских торговых маршрутов.
К чему ты все это, Гист? Я подумал, их можно использовать, чтобы помочь Королевскому флоту и нашим кошелькам. Карты я отнес в твою каюту, если решишь использовать. Флот Кормака. Ух ты. Давай тогда я пойду сегодня до конца досидел. Спокойной ночи и удачи. Давай, спокойной ночи. Луизиана. Ладно, потом со всем этим разберемся более подробно. Корабль потерян. Вау. Как приятно. Сколько там было процентов, что он потерян? Давайте вот 100%. О, 20 минут. Это на потом, значит. Ну, теперь я точно. Alone. Ну, теперь да. Квест у нас дальше. Где? В Нью-Йорке вообще. Ну и отлично. Значит, я смогу спокойно вне стрима поплавать там, пособирать всякие рутинные моменты, не особо интересные. На сегодня у нас все, значит. Так, выйдем тогда. Чтобы сохранилось. Ремесла еще что-то открылось. Ну-ка, ну-ка. Да не, ничего тут не открылось. Что ты меня обманываешь? А сумка для Шимбяо? Где? А где она? Чё она не светится мне? А во. Сейчас недоступно. Ну и понятно тогда. Да, на выход. Нету, главное меню. Спасибо всем, кто был, кто смотрел. 24%, между прочим, уже прошли. Я думал меньше. Спасибо всем, кто был, кто, может, молча смотрел стрима в записи. Ой, в записи. А в чате не появлялся. Всем, кто в записи, может, будет смотреть как раз. Всем спасибо. До встречи на следующих стримах. По Ассасину или по Ведьмачку. Где-то на днях. Всем спокойной ночи, всем удачи, всем пока.